Меня никто не ронял никогда еще в жизни вообще. Сразу тебя предостерегаю, я когда-то тоже так говорил. И перстень заберу я, и реванш заберу я, и Мельника прикончу. И до меня доберешься. Тебя тоже можно будет. Ты глупец. Просто глупец. Ну, задеты мои личные достоинства, как я считаю. Для тебя это была шутка, для меня это было серьезно. Я есть Кратос, я люблю бить людей. Бой докажет, смогу ли я конкурировать с бойцами этой лиги. Что увидят зрители 27 мая в вашем поединке? Коротко и ясно, драма. Всем привет! 27 мая в 20:00 состоится турнир с очень интригующим кардом, состоящим из бойцов, которые уже не раз бились в нашей организации, легендами топ-дог и долгожданным чемпионским боем в весовой категории до 85 килограмм между Кратосом и Самураем. А местом проведения этой битвы станет арена, способная вместить максимальное количество фанатов кулачных боев, желающих увидеть этот громогласный турнир воочию. Москва, волейбольная арена «Динамо». 5000 билетов было на старте продаж. Сколько их осталось сейчас на момент выхода конференции, мы не знаем, но это можете проверить вы. Зайдя на сайты Кассир.ру, где все оставшиеся билеты все еще находятся в свободном доступе. И любой желающий может приобрести себе возможность с комфортом и удовольствием увидеть топ-дог вживую. 2 года китайский вирус ограничивал нас в количестве зрителей и не давал провести турнир на большой и современной площадке. Но это время прошло, и топ-дог сорвался с цепи и готов эмоционально разорвать на части любого, впервые увидевшего его звериный оскал. Из 5000 зрителей лишь 900 успеет приобрести заветный билет в фан-зону и окажется в эпицентре шторма страстей и пиршества духа. Места с лучшим обзором будут располагаться на 2-м ярусе спортивного комплекса. И даже те, кому достанутся билеты с не самым удачным ракурсом, смогут увидеть все на огромных экранах и окунуться в атмосферу, раскаленную до предела. А все те, кто не смогут посетить турнир лично, прямо у себя дома, в личной вип-ложе, окунуться в настоящую бурю под названием «Топ-дог 14». На канале с многообещающим названием «Удар» в сетке вещания Винк, Кинопоиск и Яндекс.Спорт. В Казахстане смотрите нас на ТВ.ком. В этот вечер на ваших экранах 16 максимально бескомпромиссных поединков с новыми и старыми звездами топ-дог. 2 тувинца, 3 противостояния с непобежденными бойцами Уральской кулачной лиги Tough Enough и долгожданный чемпионский бой. Ну и прежде чем начать, я хочу напомнить вам, что вы можете подогреть интерес грядущих поединков прямо сейчас и во время самого турнира, благодаря нашему мощнейшему генеральному партнеру букмекерской конторе Олимбет. Где приятным бонусом для вас станет 2000 рублей по промокоду ДОК при регистрации. Ну и давайте начнем нашу конференцию, посвященную этому многообещающему событию, где мы осветим основные поединки грядущего турнира. И первым я хочу пригласить в этот зал непобежденного бойца, пришедшего к нам из другой кулачной лиги, где он оформил самый зрелищный нокаут и рекорд 3-0. Успевший одержать свою первую победу на топ-дог «Проспект», в бою, ставшем украшением прошедшего турнира, Александр Дробышев. Показавший молниеносный прогресс между 2 боями и давно рвущийся на голые кулаки. До этого уже доказывал, что не боится регалий, а сейчас его не пугает рекорд и непобежденный статус противника. Данила Пряхин. Ставший внезапным открытием топ-дог 13, тувинский воин, вышедший на замену брата, снова будет биться с его противником. Чингис Хан Салберын.
столкнувшийся с тувинской мощью, но не потерявший крепость духа в своем последнем бою и доказавший всем, что может не только боксировать, но и драться. Арут молодой! Непобежденный боец и звезда уральской кулачной организации Tough Enough с 3 нокаутами в 3 боях и дважды возглавлявший карды их турниров. Семен Лебедев по прозвищу Диас. Долгожданное возвращение одного из самых сильнейших бойцов в категории до 85 килограмм. В своем прошлом бою он потерпел громкое поражение, но в этот же вечер попросил кадры этого нокаута. И уже через несколько часов он написал нам, что жаждет реванша. Тимур «Доктор» Акаимов! Боец, который не мог выступить на прошлом турнире из-за запрета Федерации бокса, с двойным желанием готов доказать, что топ-дог не только для профессиональных спортсменов. Николай Горбунов по прозвищу Колин Варвар. Уроженец Дагестана, прошедший 3 плотных и конкурентных боя с топовыми противниками. Гази Магомедов Газиев по прозвищу Зохан. Ну и давайте начнем с пары 2 выходцев с Топ-Дог Проспект, которые более чем зарекомендовали себя там и ждут выхода на новый уровень. Данила, ты показал большой прогресс между своим 1-м и 2-м боем на проспекте, хотя между ними прошел всего лишь месяц. С чем это связано и что поменялось в твоей жизни после 1-го боя на Топ-Дог? Всех приветствую еще раз. Во-первых, я вернулся к своему тренеру, с кем я начинал подготовку, когда я только начинал заниматься. И желанием показать то, что я могу, то, что у меня есть держалка и хотелка. Вот. И, за месяц спрогрессировал с таким желанием, желание было, поэтому прогресс налицо. Вот. Желание было именно показать то, что могу соревноваться с профессиональными бойцами в этой лиге, потому что здесь сплошные звери, особенно в моем весе. Там, по-моему, я дрался 80, да, по-моему, я Да, выходил. вот как раз ты сказал про вес. Да, но я там вышел такой чисто на булочках, так, залетел, вот, подраться, потому что драться я люблю бить людей, там все знают, я уже говорил это, это шутка, естественно. Вот, так, я добрый человек. Вот, потом на 2-м проспекте уже чуть подсушился, соответственно, форма была лучше, и тренировки лучше. И сейчас форма будет еще лучше, бой будет еще кровавее и зрелищней. Вот так. Многообещающие заявления. Дробыш, ты пришел к нам из другой организации. Почему ты принял решение выступать именно в Топ-Дог? Топ-Дог самая такая, мне кажется, дисциплинированная, да, организация. Что еще сказать? А та лига, она закрылась, по-моему, или что-то не пошло, и я перешел в Топ-Дог теперь. Теперь будем тут свои силы пробовать. Я думал, в той лиге там миллионы долларов были обещаны. Да нет, там что-то у них потухло все, это миллионы. Кончилось. А в принципе, вот что ты думаешь о классе бойцов здесь, в Топ-Доге, и смотрел ли ты его раньше? Я некоторые выпуски смотрел, часто не смотрел, не слежу, честно говоря, особо за боями этими кулачными. Вот. Некоторые выпуски интересные смотрел, самые, которые такие на виду, скажем так. Вот. Но тебе сейчас, ты уже столкнулся на проспекте с одним дебютантом, у вас был на самом деле, действительно украшение, возможно, лучший бой проспекта, потому что он забрал сразу 2 бонуса. И, мне кажется, он дал тебе серьезный отпор, а сейчас вы сразитесь на большой арене. Мне кажется, это, серьезное, классное достижение против бойца, который также хорошо себя там проявил, зарекомендовал. Смотрел ли ты бои своего соперника и что ты думаешь о нем?
Да, я посмотрел бой, после меня он, по-моему, дрался как раз, да? Да, да. Вот. Парень, который со мной дрался до этого, мне прям понравился с ним бой, такой опыт я получил конкретный. Но это не голые кулаки были, там чуть все равно защита есть, то есть. Вот, посмотрим, что покажет бой, как пройдет все. Готовимся, занимаемся. А вот, кстати, ты сказал, что парень, с которым ты дрался, тебе понравился. У тебя 3 боя, 3 нокаута? Ну да. 3 боя, 3 нокаута в другой организации. Вот этот парень, с которым с На тобой кулаках, дрался. да, которые были, Да. все нокауты. Они в каких раундах, мне интересно, в каких раундах эти нокауты были 3? Ну, 2 нокаута в первом, 1 отказался просто продолжать. А в каком отказался? В первом. Четко, 3 в первом, вот это важно, да. И вот, и боец, который тебе противостоял здесь на проспекте, был ли он сильнее уровнем, или ты уже встречался, когда был на голых кулаках с более опытными спортсменами? Не, этот был техничный парень, хороший, да, такой. Те были не Ну, не интересно, настолько интересно, уровня. что тебе на самом деле покажет Данила, потому что изначально он пришел к нам как уличный боец, который, как он уже сам рассказал, весил 82, на втором бою он весил уже 75, а к этому вы деретесь в весовой категории 70 килограмм. Интересно, был ли вообще у тебя, Данила, раньше опыт весогонок в жизни? По-моему, был, не помню уже, по-моему, Мне кажется, сложно забыть. не, ну, в 69 я точно не гонял. В 69 я весил, когда мне было 17 лет. Вот, поэтому эта весогонка такая достаточно веселая происходит. Мало кушаю, а кушать я люблю. По первому бою вы это видели. Вот, я перед первым боем, да и перед вторым тоже как нормально так питался. Что Сейчас кушал уже- ты перед первым боем и перед вторым? Ты скажи честно нам сразу. Особо важно, что перед вторым, потому что там сильно скилл вырос от Да, этой да, еды. да, да. Скушал я, не знаю, пару ласковых от моего тренера, ну и все, так. Ну и посмотрел свой бой, подумал, типа, что это такое вообще? Что это такое? Вот, как бы я всегда уверен в себе, но подготовка дает больше уверенность, поэтому, ну, чем жестче я готовлюсь, по крайней мере, это у меня так, чем жестче я готовлюсь, тем я увереннее в себе. Поэтому для этой уверенности, для визуализации поединка мне нужно очень-очень жестко заниматься, чем я сейчас что я сейчас и делаю, собственно говоря. Поэтому в 69 я буду... Это моя весовая, в принципе. Мне там удобно двигаться, я и выносливость. По выносливости я себя очень хорошо чувствую. Чуть-чуть потерплю, подерусь, потом буду отдыхать. Данил, Немножко. сразу тебе скажу, чтобы ты не перетруждал себя с ограничениями еды. У нас нет весовой 69, у нас весовая 70. То есть лишний Да, я килограмм. понял. Но это так, чисто, ну, просто. Но ты сделаешь 69. Ну, где-то так, да, наверное, 69, может, чуть больше. Четко. Посмотрим. А смотрел ли ты бои Дробыша? Вернее, вот последний, который был на проспекте. Слушай, к сожалению, нет. Я в этот момент, когда Александр дрался, я был в раздевалке на разминке, вот раскидывал там свои культяпки. Вот. А видел его бой в другой организации. Ну, там парня он, конечно, чуть не убил. Вот. Но это хорошо, мне это дает мотивации. Вот. Парень жесткий, опытнее меня намного. Хочется показать то, что я, так сказать, этот бой докажет, смогу ли я конкурировать с бойцами этой лиги. Вот. И я буду доказывать всем, что я могу это сделать. Даня, вот ты что-то, и я тоже поддерживаю. Дрожим. А Саня-то не Дробыш. Это да. Есть Дробыш информация от отказывается. нашего матчмейкера, еще не знают фанаты. И почему-то, я не знаю, мы почему-то его так не представляем. У меня большой вопрос. И прозвище этого человека, каким он хочет только называться и больше никаким, чё по кайфу? Ну-ка, Саня, поясни, что за чё по кайфу? О каком кайфе идет речь? О каком кайфе не идет речь, у каждого свой кайф. Я просто захотел такой. Просто одни тигры, львы, там акулы, анаконды. Я думаю, надо как-то выделиться чуть-чуть. Так написал просто. У меня, кстати, кота Кайф зовут, ему вообще классно живется. Кот такой, да? Кота зовут Кайф у меня. Вот, нормально. Ну, посмотрим, как вы кайфанете в этом бою. Есть какие-то вопросы из зала по этой паре у нас? Всем привет, Кулаком на связи. Вопрос Дане Пряхину. Я знаю, что ты не сильно расстроился, когда отменили твой поединок на кулаках на прошлом турнире. Почему? Объясни, пожалуйста. Как сказать, тогда я еще хотел драться в 77 килограмм, и плюс была
подготовка, но не сравнить с этой, поэтому я это воспринял как шанс обдумать весовую, посмотреть кухню изнутри, то есть я побывал на турнире, посмотрел на бойцов, в 77 я понял, что они достаточно такие большие дядьки, вот, а я со своим, со своей антропометрией не очень подхожу под эту весовую. Конечно, это не совсем важно, но в этот момент я подумал, что нужно сгонять в 70, и меня этот турнир зарядил просто бешено. Я потом ночь не спал вообще, серьезно. То есть, это когда-то увидел, я подумал, что на следующем турнире я должен выступить, и для этого мне нужно подраться на проспекте. Поэтому я отоспался на следующий день, пошел заниматься, и все, понял, что мне нужно гонять в 70. Были какие-то сомнения по поводу того, что ты считался немножко недостойным, чтобы вот именно на том этапе после первого проспекта драться в топ-дог? Может быть, организации, я понравился своим ведением боя, душком и так далее. Вот. Но для себя я сделал вывод, что этим боем я не заслужил драться в топ-доге, потому что, таких, как я, достаточно, я думаю, кто хочет туда попасть такого уровня, и поэтому нужно было показать то, что я могу прогрессировать в геометрической прогрессии, что я и, собственно говоря, показал. Дальше больше. Вот. Все, спасибо. И вопрос у меня к Александру еще. Александр, мне показалось, или с проспекта немножко вес скинул? И вообще сколько гоняешь перед боями? Сейчас такой же вес у меня, 75 плюс-минус. То есть где-то 5-6 килограмм, правильно? Да, 5 килограмм убирать. Все, спасибо. Есть еще вопрос? Мы как из истории игрушек. Блестящая голова. Парни, здорово всем. У меня вопрос к Саньку. Санек, как ты готов к этому бою? Нормально, брат, готовимся по чуть-чуть. Ты как? Я хорошо все. Какие планы на бой? Кстати, что интересно, Ларчик выступал тоже. И выступает сейчас в той лиге. Да. Где Саня? Саня-то сделал уже выбор, правильно? Да. И тебе, Ларчик, рекомендовали. А один только на конференции ходит. Саня уже кайфует, сидит. Пока ты с оригинальными вопросами. Саньку желаю успехов в бою. От души. С тобой. Я тоже бою. Пряхину вопрос. Что ты съешь после боя? Так, сейчас. После боя, наверное, как вафли. Хочу вафли и сырки. Хочу вафли и сырки глазированные. Печенье в клетку. Печенье в клеточку. Печенье, вафельки с этим, как их там, со сливками, я их обожаю вообще. Я их, купил себе уже, отложил, думаю, все, надо потерпеть, после боя схаваю с кайфом. Ну ладно, на этой ноте, есть еще какие-то вопросы по этой паре? Очень интересные вещи. Да, говорить. мы переходим к многообещающему бою в самой легкой весовой категории нашей организации. Чингис, ты прилетел к нам прямиком из ТВ, куда вы улетели всей командой вместе с Шаманом и Ильичом. Начали ли вы уже там подготовку к предстоящему бою? Или планируется готовиться в Москве? Здравствуйте всем. Да, мы начали уже готовиться там, как только приехали. Пашем. Сразу нужно про русский язык спросить. Да, был такой вопрос. Из всей вашей команды, Ильич, Шаман, ты лучше всех действительно знаешь русский язык. Почему так получилось? С чем это связано? Это... Не, я не отличник. Я троечник. Троечник, значит, русский уже все, значит. Это из-за того, что они от отдаленного района, думаю. И если люди из Кызыла, то они хорошо разговаривают по-русски там. Если отдаленные с районов, то уже, я не знаю, плохо. На самом деле, кто как. После боя был ты так заряжен и выдал речь.
Я аж думал, ты ее заучил наизусть, там вообще не было никаких ошибок, все было на самом деле очень четко. И на предстоящем турнире будешь драться не только ты, но и твой тренер, который недавно дебютировал на проспекте. Поэтому хочется спросить, каково это, когда ученик в углу, а тренер дерется в ринге? Переживания, конечно, первым делом. Чтобы не пропускал там. Ну, я понял, сами вы не боитесь пропускать удары? Нет, конечно. Только за других можете переживать, за пропуски. Да. Вот, кстати, вопрос. Арут, в своем прошлом бою ты дрался как раз против брата... Поприветствуем Арута! Который в своем прошлом бою как раз дрался с тувинцем, с братом Чингиза, с шаманом. И вот у меня такой вопрос тебе, Арут. Ты ранее дрался с тувинцем, может, в боксерской карьере своей встречался, или это был твой первый дух против Тувы? Всех приветствую. Был опыт драки с тувинцами. Это было в армии. О, мы наслышаны об этом. Ну-ка поподробнее, да. Да, ничего подробного, так, стычка-перетычка, подрались, разошлись. Это был настолько же крепкий тувинец? Нет, эти ребята покрепче. Тогда ты вышел победителем в том бою, в той стычке? Да. Интересно, вот сейчас тебе предстоит и второй... У меня флешбеки. Интересно, тот человек, который получил от тебя в армии, знает то, что будет это смотреть? Уже третий бой стоит. Я думаю, что да, он знает. Мы с ним потом общались еще. После того, как подрались, мы общались долго. В этом бою ты дебютируешь в весовой категории до 59 килограмм. Да. Скажи, является ли это родной весовой категорией, или ты спускаешься в этот вес? И был ли поединок против первого тувинца в армии в этой весовой категории? Нет, против тувинцев в армии у меня... В абсолютке? У меня была категория 68 где-то, наверное, 67-68 в армии я поднабрал. Вот. И так опыт в 59 у меня не было. У меня был опыт выступления в 60 килограмм по любительскому боксу. Вот. И я где-то, наверное, года 3-4 боксировал в категории 60, потом перешел в категорию 64, когда уже было, так можно сказать, ну, не тяжеловато было гонять вес, уже было просто неохота, я замучился практически каждый турнир гонять вес. Поэтому я поднял 64, и потом уже, ну, я недолго пробоксировал 64. Вот. Благополучно ушел в армию. А ты, Чингис, в каком весе боксировал? Я выступал в весе 60. Да, кстати, что нужно сказать про вес Чингиза 60, потому что свой дебютный бой он принял на сверхкоротком уведомлении, потому что буквально на взвешивании шаману запретила выступать Федерация бокса, и Чингис дрался даже не в своей весовой категории. Сколько ты весил на момент боя с охранником? На момент боя 61. Вот, 61 против охранника, который гонял в 64. И хочется спросить сразу у Арута, смотрел ли он этот бой, потому что это тот же самый противник, с которым и тебе когда-то приходилось сталкиваться. И что ты увидел в этом бою у Чингиза? Ну, если я скажу нет, вы поверите, что я не смотрел? Нет, мы не поверим. Ну, конечно, смотрел. Я весь турнир отсмотрел, лежа на кровати. Вот. Много интересных боев было, и дебютанты были хорошие. А по поводу боя Ивана с Чингизом, да классный бой, классную рубку показали ребята. Ну, плюс-минус, как у нас было с АНЧ. Ну, у нас, наверное, чуть получше было. Вот, в этом бою будет такая же, мне кажется, рубка. Так что настраиваемся. Кстати, что интересно, и сам Ваня Охранник будет драться на этом турнире. Да. Тут будет столько рубок, что вообще просто Рубок фарш будет длиться. действительно много. Но по лицу Хана было сейчас видно, когда говорил Арут, что этот бой, возможно, будет даже круче, чем был у Арута с шаманом. Да, почему нет? Да, конечно. И Мы вот все ты... для этого сделаем. Все для этого, в этом никто не сомневается. Ты принял бой, как я уже сказал ранее, на сверхкоротком уведомлении. Тяжело ли тебе далось это решение выйти за брата еще и в недовесе? Нет. Когда мне позвонил менеджер, я спросил у шамана и посмотрел на себя, на него, и приняли решение, что подерусь, выйду. Да так и должно быть, брат за брата. По-любому. А как? Я бы не отказался тоже. Поэтому Но ты и сейчас не это отказался. достойный поступок. По мне как. Было видно во время боя, что у вас была очень теплая связь с братом, он сильно за тебя переживался. Расскажи нам, какие эмоции ты
пережил в этом бою? Это был твой дебют на голых кулаках. Я во время боя ничего не чувствовал, абсолютно ничего. Ни боли, ни сожаления там, ничего. Просто вышел побиться. Бесчувственно. Красиво при этом. Побился, да? Базара ноль. Арут, Красиво, красиво. Арут, может, ты заставишь почувствовать боль Хана в следующем бою? Я за боль, конечно, не прям 100% обещаю, но дам почувствовать скорость. По-любому. Будешь смотреть, где успевать, где не успевать. Согласен. Не, ну скорость, и все. Скорость Силу не убивает. обещаю, может быть, ты ее тоже почувствуешь. Ну, на адреналине, наверное, вряд ли, как и я. Нет, конечно. И вообще у меня такой вопрос не по теме, но в теме Каруту, что в последнее вот время из всей знаменитой Орловской бригады мы видим только тебя и блестящую голову Ларчика в зале. Где остальные, особенно бригадир веточный вообще? Как они поживают? Что за делюга у них? Бригадир себя чувствует отлично, уже подзажили у него лапки его. Я Вот. слышал, он недавно, пока до автобуса бежал, чуть еще одну лапку не сломал. Чуть, да, немного. Ну, не сломал, слава богу, подвернул ногу. Вот. Потом готовился к Центральному федеральному округу, стал там 3-м. Вот. Ну, немного, как по мне показалось, я смотрел этот бой в эфире, там так грамотно его подслили, сделали дорожку для воронежского парнишки. Вот. Чувствует себя хорошо, готовится, тренируется. После этого он поехал спустя 4 дня на мастерский турнир в Магадан. Вот, и там занял 2-е место. Ну, не буду говорить, почему не 1-е. А когда он здесь какое-то Мы место все займет? знаем, почему не первое. Кто в боксе, все знают, почему. Ну, короче, он 1-м стал. Здесь-то он когда первым станет? Он подраскабанел, сейчас набрал вес. Вот, и как мне обещал летом. Он и мне так обещал. Есть вопросы какие-то по этой паре? О, даже много. Приветствую всех. Хан, вопрос к тебе. Смотри, многие удары ты принимал и на 2-й этаж, и на 1-й этаж. Спокойно принимал, как будто все хорошо. За это дали тебе погоняло резиновый. Вот ты мне скажи, пожалуйста, резиновый, вот как ты почувствовал, когда первый раз ты вышел на голые кулаки? Какая разница между перчатками и голыми кулаками? Что ты вообще почувствовал? Я ничего не почувствовал. И даже Абсолютно. даже на кулаках ничего не почувствовал. Нет. То есть все было хорошо, то есть так же, как Да. ты работаешь в перчатках. Так получилось? Правда, только рожа чуть-чуть Ты резиновый. порвалась. Ты резиновый, тебе по барабану. Это все понятно. Второй вопрос к Аруту. Арут. Привет, братан, привет. Как Да. дела? Да я говорю, у меня его брат Я рожу понял. порвал. Хорошо, молодец. Слушай, Я порву. Арут, ты меня слушаешь? Да, Колян. Вот внимательно. слушай, вот смотри, у тебя правый удар, да, в принципе, ты куда хочешь, туда и попадаешь. Вопросов нет. Почти. И вкладываешься, все хорошо у тебя. Ну, почему ты не доделываешь? Почему ты 2-й удар не кидаешь, 3-й после этого? Или ты привык к тому, что после этого удара валятся? Потому что мне никто не давал до этого совета, как ты, Колян. Теперь буду дорабатывать. Да, вон. Только не давайте ему микрофон. Вопрос к Аруту. В том бою с шаманом, да, ты когда бил боковые, не докручивал удар. Вот. Я надеюсь, что ты все исправил, все ошибки свои, и будешь докручивать свою руку до его головы. Вот так. Ну, на самом Вопрос деле, от незнакомца. ты кто? На самом деле, у меня там и под комментариями я читал то, что там у Арута не хватало, там не доворачивал кулачок, еще что-то. Возможно, да, но и отчасти я не так сильно повредил свои руки. Вот, это такой первый момент. А второй момент, ну, это моя привычка просто с любительского бокса осталась, то, что я бил открытой перчаткой очень много. Вот, сейчас поработали немного над школой бокса. Посмотрим. И вопрос к Хану. Хан, расскажи, пожалуйста, чем вы питаетесь, что вы делаете для выносливости? Ну, бегаете там в горах, не знаю, что кушаете там и так далее. Ну, реально это... Вот, стоп. Вот продолжение, правильно ты задал, Саня, вопрос. Потому что Костян, ваш питерский тренер, он сказал, что шаман бегает марафон на мастера спорта.
Это правда? И вы с ним бегаете? Такие вещи? Да, это правда. По горам, по местностям, степи там. А питаешься чем? Баранина. Красавчик. А марафон, норматив на мастера спорта, он какой? Не, ну Смотря просто какой чтоб- марафон. Я не Ты знаю. бежал, значит, мастер спорта. А, все. Нет. Ну, там время какое-то есть. В 3 часа? 40 километров? 42? Давайте не будем марафон устраивать на нашей конференции, это долго. И перейдем к следующей паре. прежде Нет, чем- тут, прежде чем перейти, вот это Марков Вон, подожди, у Мышева в вопрос. красной какой-то жилетке. Вот это уважаемый человек. Владимир, Всем пожалуйста. привет. Я знаю, что ты спарринговал с экс-чемпионом мира Эдуардом Троиновским, Да. Эдик, привет. будучи жить на Стиварле. И такой у меня вопрос. Есть ли у тебя желание попробовать себя в профессиональном боксе? Ну, я думаю, что это в перспективе, да. Я хочу попробовать себя в профессиональном боксе. Если, конечно, топ-дог мне разрешит, я, возможно, и проведу дебютный бой по боксу в перчатках. Топ-дог разрешит, возможно, просто профессиональный бокс разный бывает. Разные лиги открываются, появляются, и не везде топ-дог разрешает нет, пробовать. я думаю, что это не то, о чем ты подумал. Нет, я так. В итоге, в завершении нашего сегодняшнего разговора о весовой категории 59 килограмм мы хотим сделать анонс боя, который случится уже на следующем турнире, где Хаваш Олегов и Шариф Шарифов в 5-раундовом поединке определят первого чемпиона вашей весовой категории. Поэтому я думаю, это будет очень интересно. Ну и давайте перейдем к противостоянию бойцов Уральской кулачной лиги и топ-дог. Сема Диас, ты сегодня здесь ее представитель, приехал к нам с Урала и представляешь кулачную лигу Tough Enough. Расскажи нам, что это за организация. Друзья, всех приветствую. Если честно, для меня честь находиться здесь, потому что не так давно я у себя на районе, в маленьком городе с пацанами пил пиво и еще семечки, а сейчас я здесь. Это очень круто, меня это радует. А насчет Tough Enough, да, это крутая лига, уральская. Там неплохие ребята туда залетают, в принципе, тоже дерутся, стараются. Ну, я считаю так, что эта лига молодец в том плане, что она дает возможность очень простым ребятам с улицы выйти, показать себя, как я. У меня нету никакого разряда, я просто вышел на характере, стал делать вещи. Вот и все. В заявке я видел, что есть какое-то прошлое в спортивной гимнастике, по-моему. Да, так, немножко кувыркался, сальтухи делал там. Ну, на самом деле, ты правильно сказал, что эта лига молодцы, потому что благодаря ней мы узнали о тебе и еще о 2 бойцах, которые все будут дебютировать сейчас в топ-доге, пробовать показать себя и закрепиться здесь. Расскажи нам, что еще за... Ты непобежденный боец своей лиги с 3 боями и 3 нокаутами, и что еще за 2 непобежденных бойца к нам приедут? Это Саня Жесткий и Вова Берсерк. Да, это хорошие ребята, очень жесткие отморозки, особенно Володя. Он очень опасный парень, всегда с топором, так что аккуратнее, друзья, будьте. А насчет Сани Жесткого, он просто парень, он матерый парень и очень большой трудяга, спортсменюга прям. Круто. Ты сразу принял бой, не задумываясь. Смотрел ли ты бои доктора и знаешь, что это за боец? Да, я смотрел, конечно, бои Тимура, это очень жесткий парень. Конечно, я все еще сижу, удивляюсь, как он после такого вообще удара здесь сидит и хочет снова драться. Это очень крутой парень, ему большая уважуха. Я сам, когда посмотрел, удивился, что я Еще момент такой, я потом еще нашел видяху, где... Я сам, когда увидел этот момент, я еще смотрю, думаю, блин, как башка не отлетела. И еще я увидел видео в Инстаграме, где он говорит, типа, дайте им 30 минут, я снова готов реваншировать. Я вообще офигел. Красавчик, уважуха тебе, это у тебя железное яйцо. Да, на самом деле стоит еще раз заострить внимание на том, что в этот же день после турнира нам уже писал Тимур с просьбой скинуть ему этот нокаут. Ему очень хотелось посмотреть, запомнить этот момент, как-то его освежить в своей памяти. И сразу же через несколько часов он написал, что хочет реванш. Это нас тоже, если честно, покорило. Тимур, а смотрел ли ты, может быть, лигу Tough Enough, и знаешь ли ты бойца, с кем тебе предстоит разделить ринг? Да, смотрел, жесткий парень, быстрый, ноги хорошо работают. Видимо, гимнастика все-таки дает хорошие ноги. То есть ты думаешь, что все-таки лукавит? И есть у него прошлое Не, он бойцовское? опасный парень на самом деле. Очень резко, жестко бьет с разных углов. Но я думаю, будет интересный бой. Еще я оказался намного крупнее, чем я думал. На видео поменьше он кажется. Ну, прошлый бой у тебя тоже был не с маленьким. Да, по жизни всегда так. Я самый маленький по жизни. На самом деле... Все большие хотят меня побить. Ты, по-моему, Или ты хочешь побить всех больших? Вот Я вопрос. больших, да.
Ты, по-моему, даже набирал Сему для этого боя, потому что в заявке было указано, что твой вес 77-80, а сейчас ты выходишь 85. Да, просто хаваю, что по кайфу, там, пельмени, все, что круто вообще залетает. Пиво и Просто семечки. Пиво и семечки в первую очередь, да. Тимур, мы все знаем, что ты очень близко общаешься с нашим чемпом 70 килограммом, с Мустафой Шарифовым. Скажи, как у него дела вообще? Что он собирается? О чем думает? Да все нормально. О чем думает, не знаю. Всё Имею в нормально. виду в плане дороги на топ-дог. Он вообще думает, говорил тебе, хочу подраться там, на топ-дог. Нет, но у него сейчас травма, у него рука. Он все никак не может ее там залечить. Он не боксировать не может, не сжимать там ее не может. Вот он хочет залечить и дальше в бой. Ну, желаем ему выздоровления. Самое главное, что сейчас восстановился ты, потому что ты очень хотел подраться на этом турнире, тебе было без разницы с кем. Мы уже сказали про реванш. Интересно, какая у тебя вот сейчас главная цель в топ-дог? Ну, главная цель — это он серый. Я ему даже сегодня говорил, серый, говорю, давай реванш. Но он говорит, после самурая. Ну, возможно, этот бой тебя к этому приблизит. Еще есть там... У Серого, в принципе, сразу же, кроме только первого соперника, все хотят с ним реванш. Да. И нам было бы интересно, мы хотели уже на этом турнире увидеть этот бой. Возможно, мы увидим его в будущем. Это доктор Алый Зверь. Да, почему бы и нет. Как раз это будет крутое противостояние за то, кто выйдет на реванш с Серым. Но все зависит от того, как сейчас сложатся грядущие бои. А говоря еще о других боях, на прошлом проспекте ты был в углу у Матвея Тикиджиева. Ты объясни, ты с ним приехал как тренер, ты сейчас его тренируешь или просто как старший в команде капитан? Да, ну, я Матвеева знаю с 9 лет. Ему было 9 лет, то есть он как младший, да, наш. Вот. Я просто приехал как друг. Вот. Ну, на проспекте прям молодец. Он себя показал, у него руки, ноги, все было вместе, и голова не отключалась, как на турнирах топ-дог. Вот. Я, эту дырку, куда он ударил, я увидел. Думал, сейчас в перерыве скажу. Но сразу тоже увидел и туда хорошенько засадил. Ну, раз мы вспомнили про Матвея, стоит заметить, что 14 мая будет еще один проспект, на котором также будет выступать Матвей. И хочется спросить, приедешь ли ты поддержать его в этот раз, или ты уже будешь занят подготовкой? Ну, пока не могу сказать, приеду или нет. Хочу, но там как получится. Окей, есть у нас вопросы по этой паре? Нет. Тогда давайте мы переходим к бою, который, несмотря на все наши усилия, не состоялся на прошлом турнире, но, несмотря ни на что, он состоится сейчас. Гази, у меня вопрос сразу же к тебе. Один из инстаграм-пабликов написал, цитируя тебя, что бой не состоялся, потому что варвар слился с боя. Говорил ли ты эти слова? Да, я говорил эти слова, потому что он слился в день боя. И я считаю, что тут не было никаких проблем. Как он там говорил? С чем были проблемы, ты говорил? Ничего не говорил? Ну, тебе конкретно... Ну, вообще, в я общем. объяснил, да. Ну. Если организация не посчитала нужным сказать Ну, о я в это причинах. не верю. Я считаю, что ты дал заднюю. Засал. Ну да, такие есть. Что ты ответишь Ну, по этому поводу? 27-го я уверен, что ничто больше не помешает нашему бою с тобой. Так ты ответишь, ты засал или что это было вообще? Почему наш бой не состоялся? Потому что Федерация бокса не допустила меня до этого боя. Все понял. Я тебе помогу, Зохан. Ты отвечаешь только на часть вопроса. Вторая часть, ты засал или нет? Вот в чем вопрос. Чё себе? Да, мне кажется, таких вопросов, кто меня знает, и не возникает ни у кого. Они-то не знают. Ну вот, потому что недостаточно хорошо знают, а узнают 27-го и все поймут, что не ссой никого, короче. Все, я услышал тебя. Колян, вот ты говоришь, 27-го люди все поймут. Считаешь ли ты Зохана топом в нашей организации? Да, конечно, и пришел я в эту организацию, чтобы как раз проверить силы, проверить себя. Мне всегда было интересно, что я вообще смогу. И вот чувак с завода ушел в профбойцы, просто сижу сейчас на конфе, меня снимают, и я кайфую вообще. Это та жизнь, о которой я мечтал. И кто встанет на пути у меня? Ну,
Блин, я все сделаю, короче, чтобы пройти дальше. Так я встал на пути у тебя. Ну вот ты барьер тот. Барьер, который нужно преодолеть. И как это ты- интересно. И как ты думаешь, ты одолеешь меня? Пройдешь этот барьер? Да, я уверен. Уверен? Прям уверен? Уверен в себе, в своем тренере. Мы тебя разобрали. Я все знаю, что Уже делать. разобрали? Конечно. Ничего Вот себе. его тренер, если что. Ну, раз Конечно, я готов. Ну, это круто. Раз мы заговорили Посмотрим, о том, посмотрим. кто готов, кто не готов, и об уровне соперников. Вот Зохан, Коль ответил о том, что считает тебя топом. А считаешь ли ты, что этот бой станет для тебя легкой прогулкой после таких двух серьезных оппонентов, которые ждали тебя ранее? До 3. 3, по сути. Да, легкая прогулка на голых кулаках, я думаю, ни одного боя не будет. Ну, как бы это голые кулаки, тут каждый соперник опасен. Но то, что он будет послабее, чем предыдущие бойцы, это да. Я так думаю. Ну, я посмотрел его бои, он неплохой. Дух есть, все есть. Но вот я не пойму, почему он заднюю дал на 13-м турнире. Но это преимущество сейчас на моей стороне, в общем-то. Недооценка. У меня нет Недооценки нету, у меня недооценки не бывает к противникам. Ну, я думаю, все равно это у тебя в голове, тем более... Может, он провалил Нет, просто недооценка, по-моему, с твоей стороны. Ты же разобрал уже меня, как ты сказал. И он разобрался и дал заднюю, знаешь, как просто он тебя провалил, чтобы встретить. Может. Так он разобрал меня или вы оба? Оба. Оттяжка, шолдеролл. А мне знаешь, какой вопрос? Эти оттяжка, затяжка, это все наше дело, но не сейчас. У меня вопрос к Зохану. Расскажи, ты был в углу реально у своего брата. То есть я представляю, что такое вот, по мне, так вот нет хуже места, чем быть в углу, где твой ученик или друг, когда он дерется на топ-доге. Как для тебя это было ощущение? Да, если честно, вот я провел 3 боя в топ-доге, и для меня легче было вот эти 3 боя провести, нежели быть в углу у брата. Ну, и вот поэтому вот мы с братом подумали, решили, что на одном турнире мы оба драться не будем. Потому что это очень тяжко, очень выматывает. Это намного тяжелее, чем драться. И вот такой еще вопрос, исходя из этого. Вот как я думал перед прошлым турниром, что твой брат должен был драться перед тобой, что тебя этот бой его, он как-то уже истощит частично морально. Это так и часть было? геймплана. Тебя истощил этот бой, ну, морально частично. То есть, представляешь, если бы ты выходил после брата, то Нет, есть это уже не то же было бы? Ты был прав, ты был прав. Я думаю, это ваш ход такой был хитрый, да? Это Да, специально да. ты сделал. Не, ну ход был, а хода не могло быть никакого, потому что, сам знаешь, у тебя статус высокий, и понятно, что ты в любом случае в сетке бы дрался бы после своего брата, потому что он только начинает. Не, ну на самом деле, я думаю, это даже к лучшему, что наш бой тут не состоялся, потому что после того, как Амин подрался, мне было бы тяжко подраться. Но все равно я бы выиграл Конора. Так что благодарим Федерацию бокса, оба бойца сами благодарят, и мы, что этот бой не состоится, что он состоится сейчас. Ну и все равно последний вопрос хочу задать Гази. Шла речь об уровнях, и у Коли всего стаж занятий боксом больше года. Какой исход в вашем поединке тебя удовлетворит? Меня удовлетворит победа. А как я выиграю, это мы уже увидим в бою. Но я планирую закончить бой досрочно. Но все же я скажу, голые кулаки это не бокс, поэтому опираться на бокс не стоит. По боксу, я уверен, я у одной левой выиграю. Ой, это уже интересная заява. А ты, Коля, что думаешь? Да, наверное, хорошо, что 13-й турнир, не смогли на нем подраться, реально магия чисел или что-то. Вот. Потому что за это время, мне кажется, я еще более спрогрессировал, не знаю, скачок идет, короче. Вопрос не в этом. 2 вопроса, Колян. Я тебе, тренер, поясняю. Двоечка. Первое. Какой результат этого боя будет для тебя приемлем? Алла Зверь, поприветствуем в зале! И второй вопрос. И ответ. Тебе человек говорит, что он тебя нокаутирует. Так и будет, что ли? Я не понял. Ну, тогда мы заканчиваем подготовку. Да, я должен быть доволен самим боем, а не результатом. Вообще, перстень у меня есть, перстень Батлтоци. Вот. И, короче, а меня никто не ронял никогда еще в жизни вообще. Я сразу тебя предостерегаю, я когда-то тоже так говорил.
Лучше эту мысль выкинуть из головы, пока ее не выкинули. Типа, никогда не надо думать, что меня никогда Согласен. Держак огонь, шею подкачиваю сейчас, трапы. Шея не Я готов. Колян, вообще. вот честно я тебе скажу, вот я нахожусь сейчас за спиной, и вот я видел вот шею Зохана сзади. Тут качай, не качай, тут надо не один у год Тайсона. реально. Вот у него, чтобы такую шею. Как у Это Тайсона. практически как у Майка у него. Ну реально, без шуток. Так это я еще похудел, я же пост держал, я очень сильно скинул. Весовой выше сейчас, как ты похудел? Ты же сейчас в 70. Не, я же пост держал, вот я точно. до 1 числа. Я сильно похудел. Шею вы увидите, у меня скоро будет еще шире. Так вот с этим и борюсь. У людей таланты, я все своим трудом. Чисто тренировки, похота. Вот мне все так в жизни дается. Все, и еще вот у меня последний вопрос возник, пока я смотрел, как ты отвечал. Почему ты в тапках? В тапках, потому что как дома. Покажи, пожалуйста. Топ-дог — это уже родной дом просто стал мой. Я с утра просто приехал, как с поезда, сразу сюда в зал. С Даней Пряхиным потренили, поспарринговали здесь 9 раундов. Все, пошли в хамаме, погрелись, вещи разместил там посушить на батарее. Ну, короче, я себя как дома чувствую. Вот на Ты здесь в пресс-конференцию хамаме вышел. сушил вещи на батарее? Не, В попарился, женском, а кстати, потом... хамаме, насколько я знаю. Да. В семейном. Ты зря смеешься, ты это проконтролировать должен был. Так, вопросы как ранее. Ладно. Короче, не будем. Да я хотел у Дани спросить, раз Колян говорит, что с ним 9 раундов сегодня с утра спарринговал. Что думаешь, Даня? Так, По поводу этого боя. Стилистически Коля неудобный очень, но, как я говорил на интервью у Кулаком, Зохана смотрел, это было мое первое видео, которое я увидел на топ-доге, я тогда подумал, ничего себе, парень. Вот этот удар в первом раунде. Вот, я про него и говорю. Я с этого момента подумал, что... А я его слышал в реале. Это да, была что Зохан один из моих любимых бойцов, именно стилистически. И мне нравится, как он выглядит, мне нравится, как он дерется. Вот. Но после раундов с Колей у него есть держалка, у него хорошие подвижные ноги, у него хороший удар. Он тяжелее, чем Зохан, и, в принципе, я думаю, у них шансы равны. Есть вопросы к этой паре у уважаемой публики. Владимир Выш, пожалуйста, дорогой уважаемый. Так, я закрою топ неочевидных и глупых вопросов. Смотрят не к этой паре, по-моему, смотрят куда-то в другую сторону. Вопрос будет Коля. Я позаимствую вопрос, ранее адресованный Хану. Коль, скажи, пожалуйста, а что ты употребляешь в пищу и не бегаешь ли ты марафоны? Вот скажи правду по поводу бега. Да, тренер очень настаивает, чтобы я бегал хотя бы 3 раза в неделю. Вообще, вот смотрите, вот он вообще бедок, ты вот забил, он даже не может его не заставить бегать. Какая выносливость у него будет? Даже бегать не заставить. Ленивый или что? А? Ленивый? Вот я не знаю, он не может мне объяснить, почему он не бегает. Ну вот именно бег мне что-то, короче, вообще не заходит. И не люблю я бегать. Такая же тема, такая же тема. в тапках это точно неудобно. Здравствуйте, Макс, надо представляться. У меня вопрос к вам, Николай. Каким-то странным образом вот ваш ник мне подкидывает ваши сторис чаще вообще всех бойцов топ-дога, но я, короче, как преданный ваш фанат. И у меня вопрос. Из соцсети «Всем бокс» и вашей соцсети мы видим, сколько вы внимания уделяете работе ног. Все очень круто, школа Исаева. На тренировках все это прокатывает. Но вот я вот смотрел твои бои на проспекте и смотрел бой в Казани. Почему-то этого там абсолютно не видно. То есть ты как-то вот выходишь, и тебе Рома даже кричит: ноги, включи ноги. Пацаны там из угла кричат: включи ноги. Но мы этого почему-то не видим. Вот как это можно прокомментировать? И вот еще один маленький такой вопросик. Ты вообще сколько тренируешься в неделю? То есть я как не увижу у тебя вот эти растяжки, мячики, ты что-то куда-то, что-то... Ну, короче, вот 2 моих вопроса. Спасибо. Да, спасибо, круто, что за мной следят. Я вижу, там фанатов часто просмотра. Это потому, что тебе рекомендации дает Инстаграм, потому что я больше всех, наверное, сторис пилю вообще во всем топ-доге. Просто я ходячий... Во всей России. Короче, контент я люблю снимать, видосики, все эти дела, это по приколу. И мотивирует как раз тренироваться. Занимаюсь сейчас, каждый день стараюсь что-нибудь делать. Вот как раз вместо бега. Я пойду попрыгаю на скакалке.
Дома у меня висит растяжка с мячиком, пораскидываю руки. Если нет, там гантельки возьму, таймер ставлю, кидаю, значит, там 12 раундов. Что-нибудь, ну, нужно делать, в общем, каждый день. Главное, чтобы кроме бега, да? Да, только не бегать. Все угодно, что угодно, что только не бег. А, кстати, вот вопрос. Вот Колян вообще сторисы снимает на камеру от домофона, например. И вот вопрос, будут ли еще на топ-доге у нас айфоны, там, что-нибудь, там, да кому-нибудь? А ты кого спрашиваешь? Кому? Кому? Коляну, кому? Кого Тебя, ты кому? спрашиваешь? Тебя спрашиваю. Ну, я на самом деле, когда и в первый раз айфоны раздавались, был против этого. Потому что я думаю, что лучше все равно давать бонусы какие-то деньгами. Потому что если бойцу нужен iPhone, а не домофон, он его сам сможет купить. А когда ты ему просто даешь телефон, у него уже никакого выбора нет. Поэтому я упразднил это, и пусть лучше будет больше денежных бонусов, по крайней мере, пока, чем раздаваться iPhone. У меня днюха в июне. И вот если просто на свои деньги iPhone ни за что никогда не куплю. Поэтому на самом деле для некоторых это лучший вообще приз. Я думаю, большинство бойцов топ-дога, они не станут, когда, если у них появятся бабки, покупать iPhone. Но это Значит, факт. он им и не так нужен. Нет. Вопрос потребности. Просто они простые люди. Давай послушаем вопрос от Ларочки. Алло. Хочу Коляну выразить респект за то, что он, да, там занимается год. Я его видел первый бой, он с Орловским нашим парнем бился. Вот, и Ты уже... в углу был против нас. Конечно. Конечно. Вот, и сейчас он сидит тут, и у него бой с топовым бойцом. Вот. Но еще такой момент, что все, когда, мало ли, я просто так говорю, что если Зохан тебя уронит, да, и тогда это и поймешь, что нужно бегать и дальше вот это все делать. Молодец, Вот, на самом Саша. деле, так и Сразу есть. и на боксера. А как бег поможет, чтобы тебя не уронил Зохан? Только если от него убежать. Не, я имею в виду... Конкретно Зохана уже после не поможет. Имею в если виду уронил. бег и так далее. Ну, типа, вот Ну вот к теме все-таки я не Теряются хотел, силы, не хотел теряется это выносливость, говорить. теряется Интересно, концентрация, что этот пропускаются вопрос- удары. Интересно, что этот вопрос задал Вова, и как раз продолжается тема про бег. Потому что Вова из того зала, где, насколько я знаю, бег вообще не приветствуется в подготовке. И считается, что он там совершенно не нужен. Поэтому в этом бою, наоборот, хорошо, что Коля не бегал, а Зохан, я с ним сам бегал разочек по горам, типа, знаешь, что этому время уделяет. Вот мы узнаем, насколько бег действительно имеет значение в боксерской подготовке. Вот последний вопрос, давайте от кулаком и перейдем к интересной новой части. Вопрос был Коля. Хотел бы ты подраться еще раз с Белым? На самом деле не хотел, мы вот сейчас с ним виделись, и вообще очень круто, что вот парни, выходя за сено, ну, могут общаться, вообще жмем руки. Ну, он клевый чувак, к нему вообще никаких этих нету. И не хотелось бы, на самом деле, драться с ним снова. Ну, есть полно других людей, с кем подраться. Все, и спасибо. желание есть. С другой стороны, вот я думаю, мне кажется, Микки Уорду и Гатти тоже не хотелось драться уже, наверное, во втором, в третьем бою. Они же корешами были друг с другом. Кстати, Извините, очень пожалуйста, забавно. я вклинюсь в Казани. Ой, Я просто, ой. да, один моментик помню, я Денис. Залетает ураган. Рома такой подошел ко мне после боя, немножко подметил, что, возможно, он немного сомневается в уверенной победе Это было Николая, даже нет. поэтому я чуть-чуть просто подмечаю. Что? Это до того, как мы запись посмотрели. Давайте так, Возможно, давайте так. Потому что, можно я Давайте- скажу, последний. Это было бы Почему интересно. я Ты сказал, это что меня это поймут ничья. все, кто отношение к этому набор. Когда ты находишься в углу, то ты действительно, ну, по крайней мере, я вижу больше урона, который принимает мой боец, чем тот урон, который он наносит. Потому что я ему сопереживаю. Я больше сопереживаю каждому пропущенному удару, чем радуюсь тому удару, который доходит до цели. Это просто сразу тебе говорю, что заведомо проигрышный разговор. Ты не переведишь команду, у которой всегда их бои спорно заканчиваются. Вот У Дениса Дула до сих пор не согласен ни с каким решением, которое в его сторону Как последнее. это ни с каким? Ну, с последним. Почему это? Ну, это уже другой разговор. Был бы еще ты с ним согласен. Я согласен конца в с тем, глубине что нам души. нужно закрывать И тему пользуясь судейства. случаем, закрывая все эти темы, хотелось бы сказать, Денис, мы приходим, вот это ураган, тут Адос. Что Адос будет драться, наша легенда Казахстана. Главный, единственный его представитель будет драться на этом турнире и как раз будет драться с представителем Tough Enough, с Берсеком. А с другим представителем, с жестким, будет драться как раз жесткий охранник. охранник. Жесткий охранник. Все правильно. Вопросов, я думаю, больше нет. Мы достаточно поговорили об этих парах. Поэтому прежде чем мы перейдем ко второй части нашей конференции, мы проведем торжественное мероприятие, мини, по вручению уникальных перстней за особые достижения ушедшего года, выкованные эксклюзивно для Топ Дог ювелирным брендом Марфина.
Перстень в виде олимпийского огня достанется лучшему дебютанту 2021 года. Влад Туйнов! Влад, это торжественный момент. Я уверен, ты готовил речь для этой минуты, ты ждал ее годы. Скажи нам пару слов. Кайф. Спасибо, ребят. Я очень благодарен за то, что я смог попасть в эту организацию, за то, что смог порадовать, показать красивые бои, познакомить со своим любимым видом спорта еще большую аудиторию нашей прекрасной страны. У меня только для вас слова есть. Успехов вам, развития, ну и совершенствования. Спасибо вам огромное, парни. Влад Туйнов, лучший дебютант 2021 года. Перстень, олицетворяющий бога сна Морфея, достанется бойцу, оформившему самый зрелищный нокаут 2021 года. Марсель Ханов! Я видел, это также для тебя очень долгожданный момент. Ты уже покупал различные сладости, одевал их вместо кольца. Наконец-то Топ-Дог вручил перстень за лучший нокаут 2021 года. Вот он. Поэтому скажи нам от себя также пару слов. Что для тебя значит эта награда? Всех приветствую. Всем огромное спасибо. Очень рад находиться в этой организации, биться под логом этой организации. Для меня эта награда очень важна. Это дает мне мотивацию двигаться дальше, развиваться. Поэтому у меня только слова благодарности. Попытаюсь не разочаровывать и, возможно, повторить сие представление еще раз. Куда уж дальше еще раз? Сколько можно это повторять, Марсель? Вот. Марсель Ханов, лучший нокаут 2021 года и, возможно, 2022. Перстень, олицетворяющий наш кровавый ринг, лежащий на плечах атлантов, достается бойцу, победившему в битве 2021 года. Николай Чибисов! Чибис, я знаю, что твой на самом деле кумир в каком-то плане это Брэд Питт. И есть фотосессия, где у него похожее кольцо. Ты его заслужил. Это кольцо за лучший бой 2021 года. Мы вручаем его тебе. Это также для тебя памятный момент. Хочется услышать и пару слов, которые ты написал. Я подготовился. 99% сидящих здесь не знают, кто я такой. Я думаю, что и 99% тех, кто смотрит меня сейчас, тоже не знают, кто я такой. Это хорошо. Возможно, и правильно. Год назад я жил в Лондоне на съемной квартире, в комнате с тараканами, клопами и одной мышью, которая жила в духовке. Рядом со мной снимал комнату татуировщик из Прибалтики по имени Саня. То, что сегодня я стою здесь, это заслуга тех, кто голосовал за меня на сайте Топ-Дог и вообще голосовал за меня в самых разных голосованиях. Тех, кто смотрел мои бои и поддерживал на протяжении последних лет. Именно им я хочу сказать спасибо. Точнее, вам я хочу сказать спасибо за то, что смотрите мои бои. Друзья, и вот это вот принадлежит также вам, как и мне. Спасибо. Увидимся на Топ-Дог. Голосуйте за Чибиса. Красавчик Николай Чибисов. Перстень лучшему бойцу 2021 года в виде Геракла, укротившего трехглавого Цербера, достается Сергею Калинину по прозвищу Кратос.
Серега, ты очень эпично ворвался в топ-дог в 2021 году. Оформил нокаут, который занял 2-е место, но по мнению многих и 1-е. Я считаю, ты заслужил этот перстень. Спасибо тебе. Более того, еще раз хочу напомнить, что ты стал в каком-то плане вдохновителем для создания этой организации, потому что когда я посмотрел твой подпольный бой, живя в подвале, у меня возникла идея, что я хотел бы, чтобы такие бойцы дрались для людей и показывали прекрасные бои, поэтому ты заслужил этот перстень. Спасибо тебе, скажи нам пару слов. Всем привет. Ну, хочу выразить благодарность своим соперникам. Без них бы не было этого, наверное. А вот все пацаны красавы по жизни. Я всегда говорю, что надо иметь стальные колокольчики, да, чтобы выйти в топ-дог. Спасибо Московской лиге Панкратиона, что пригласили. Да, всегда стараюсь повторять. Молодцы. Лева, вообще ему респект. Даня, благодарность тебе, что ты так говоришь, что с моего боя там началось это все. Ну, просто, блин, как бальзам на душу, честно говоря. Ну и вообще всем благодарность от души. Блин, не знаю, что больше сказать. Только топ-дог, короче. Все, спасибо, Серега. У тебя еще будет время сказать свое слово на продолжении нашей конференции. Волгодонский боксер, недавно появившийся в нашей лиге и одержавший 2 уверенные победы, выходит доказать, что уже готов биться с топами. Александр Северин по прозвищу Север. Настоящая звезда и ветеран нашей организации, за плечами которого 7 боев, в 3 из которых он встречался с будущими или бывшими чемпионами. Рустам Мухиддинов по прозвищу Астероид. Готовый драться на каждом нашем турнире, неудержимый боксер, выходящий на свой 8-й бой в топ-дог, вятский князь Алексей Мельников по прозвищу Мельник. Сейчас мы должны были пригласить в этот зал кизлярского геймера, но он заявил, что не может драться на этом турнире. И освободившееся место с удовольствием и ни секунды не думая занял его земляк Исай Исаев по прозвищу Тандовский. Пока рано не оставлю, бою прикончу тебя. Сегодня я сразу вам скажу, настал звездный час Исы Исаева. Никто не сможет забрать у него микрофон, и он может говорить все, что он захочет. Я этому даже рад после последнего боя. Ну и перейдем к следующей паре. Брутальными нокаутами, за 3 боя пробивший себе путь к титульному поединку, легенда Урала Сергей Калинин по прозвищу Кратос. Молодой и уверенный в себе
чемпион топ-дог в весовой категории до 85 килограмм, Наим Давудов по прозвищу Самурай. Ну и давайте сразу же начнем с неожиданного громкого противостояния Севера и Астероида. Саша, по мнению букмекеров, ты выходишь на этот бой аутсайдером, несмотря на то, что ты победил сильного соперника в прошлом бою. А Рустам потерпел досадное поражение. Как ты думаешь, с чем это связано и согласен ли ты с этим? Я рад всех приветствовать. С чем связано? Ну, так сложились обстоятельства, сошлись звезды. Карта выпала такая. А Рустам, ты что думаешь на этот счет? Оправданы ли эти коэффициенты, которые так верят в тебя аудитория и ставят на тебя? Я думаю, абсолютно оправдано. И, ну, по факту, думаю, потому что у меня, в принципе, больше боев на голых кулаках и больше опыта. Вот. А в себе, я думаю, что да, это абсолютно оправдано. Я немного недопонял насчет кэфа. А насчет кэфа, ну, не знаю, почему так. Я удивился, хотя не первый раз удивлен. С шахматистом то же самое было. Ну, букмекерам так, видимо, картинка представляется. Не все же с этим согласны. Ну, Рустам разделяет их точку зрения. Я не совсем. Бой покажет. Бой покажет, закончится ли он так же, что букмекеры ошибались? Именно так. Рустам, на самом деле ты восстановился после последнего боя, прошел полноценный лагерь, ты ожидал, что будешь драться с ВДВ, но сейчас карта выпала так. Что ты думаешь по поводу новоиспеченной звезды Севера, который за 2 боя уже добрался до топов? Как ты считаешь, заслужил ли он такую возможность? Да, конечно, заслужил. Он дерется сколько? 3-й турнир... Ой, нет. 2 турнира подряд. 1 пропускает и сразу выходит на 3-й бой. И у него довольно уверенные победы. Поэтому, да, заслуженно. Насчет ВДВ я... Вот тут как раз-таки я абсолютно не удивлен почему-то. Но много говорить не хочу. Скажу только то, что сразу в тот момент подумал, когда сказали то, что соперник мой заменен. Мне неинтересно разговаривать о человеке, который не держит свое слово. Но тебе интересен 3-й бой с ним? Ну, скажем так, если он будет на моем пути, я с ним подерусь, а бегать за ним я не буду. Он на мотоцикле быстро ездит. Тем более. И в футбол сейчас играет, судя по Инстаграму. В целом, изменилось ли что-то в своей подготовке, Рустам? Потому что ты все так же, как я вижу, придерживаешься своего верного тренера, с которым вы прошли весь этот долгий путь. И интересно, приготовили ли вы какой-то сюрприз для Севера? Это к тебе, Рустам, вопрос. Да. Ну, давайте сразу же тогда спросим у вас мнение насчет также боя чемпионского, который нас ждет в этот день в вашей весовой категории. И хочется услышать ваше мнение насчет данного поединка. Возможно, вы когда-то встретитесь с победителем одного из них. Что вы думаете, кто одержит победу в этом главном бою? Александр, предоставляю тебе слово. Я думал, Даня предоставляет, ну раз ты взял на себя такую ответственность. Благодарю. Я скажу. Ты более общем, опытный боксер, поэтому я спрашиваю тебя. В общем, в этом бою у меня особо не представляется каких-то фаворитов, потому что каждый из бойцов хорош. И я не могу с полной ответственностью кому-то отдать предпочтение, потому что у одного физическая мощь, у другого гибкость, ловкость. Как бы у каждого есть свои плюсы, свои минусы, как преимущества, так и ошибки. Поэтому бой покажет. Не могу сказать конкретно, за кого я
отдал бы предпочтение. Бой покажет. Тем С кем более... бы, с кем бы хотел подраться? Вот со мной или с С Серегой? вами, с обоими, конечно же. Сразу вечер в один вечер? Не-не-не. Нет, ну я именно смотри, вот, с например, тебе... обоими Нет, в один нет, вечер смотри, было бы Саня. сложно. Нет, слушай, смотри. Получается, ну, бывает же так, там, стилистически, например, да, вот я также выбрал Рустама, потому что он жесткий парень, да, захотел с ним, я же вызвал его вызов, например, вот кого ты видишь более, например, интересным себе, может быть, в зрелище, там, соперника меня или Серегу, да, например, вот в этом плане я у тебя интересуюсь. Мне с каждым бойцом из моей категории, хоть это будет Рустам, хоть это будет ВДВ, хоть это будет шахматист, у каждого бойца есть свои фишки. И мне с каждым интересно будет провести бой. Вот. Без разницы, у меня нет никаких предпочтений, симпатий или антипатий. Два хороших бойца, и я с радостью разделил бы октагон с каждым из вас. Я думаю, если ты выиграешь, тебе в скором времени предоставится такая возможность. В целом, ты уже возрастной спортсмен. Хочется услышать, какие амбиции у тебя в топ-доге и сколько забегов за перстень ты готов совершать. Ну, я пришел сюда с определенной целью. Мой тернистый путь привел меня в топ-дог. И я пришел сюда не ради каких-то танцев. Вы сами видите по боям то, что заднюю не включаю и иду к своей цели. Сколько нужно будет провести боев, я столько и проведу. Вот. А возраст, ну, довольно-таки я еще молод. И у меня много запаса в бензобаке, так что едем дальше. Сколько нужно будет, столько и будем бороться. У меня есть настрой серьезный в этом плане. Отлично. После этого диалога тем интереснее будет посмотреть ваш бой. И, как я уже говорил ранее, возможно, тебе выпадет возможность подраться с кем-то из этой пары. Но мы не услышали ответ Рустама. Что он думает? Я тут солидарен с Сашей в том, что не кому-то из бойцов я отдаю какую-то свою симпатию, но я более склоняюсь к тому, что Наим заберет этот бой остановкой врача. Сечка, либо какая-то другая травма. На самом деле очень интересный прогноз, потому что, раз уж мы заговорили о букмекерах, изначально ставки, которые были на бой Кратца и Самурая, там наш чемпион являлся фаворитом, но вследствие ставок кулачных фанатов коэффициенты изменились. Наконец-то андердог, что ли? Как в первый раз? Ну, отлично. Это в первый раз, да, благодаря фанатам. Как с Шамилем Баширом. Ну, вспомним, хорошо. Все. Вы помните, как я был андердогом, как я себя показал, наверное, свое лучшее выступление. Поэтому я надеюсь, что все меня списывают, все. Я этого жду. Ну и плюс Рустам уже успел проверить, что может Наим, поэтому тем интереснее будет Ну, его мы посмотрели, прогноз. как Рустам был крепок. Он единственный из моих 4 соперников, кто, ну, Я и в говорю, этом бою... да, что он успел проверить, и поэтому он ставит на тебя. А хотел бы ты, Рустам, когда-нибудь встретиться с Кратцем? Я думаю, и в дальнейшем это возможно, да. Я опять же говорю, что значит хотел? Мне вот пальцем покажи, хотел бы ты с ним подраться? Ну нет, конечно, я абсолютно миролюбивый человек. Ну с Кратцем мало кто хотел бы подраться. Вот. Просто есть сетка, выпадает имя, да, все. Мне кажется, как зрителю, даже не знаю, сколько мне ребят говорило, даже там, типа, напиши Дани Рэгбису, типа, мне, ну, когда еще он не был претендентом, что это два фактурных парня, и смотреть на такое, наверное, там, ну, когда два здоровых парня, крепких друг другом, ну, дерутся, имею в виду, мне кажется, это, ну, такое зрелище, как сказать, да, ну, когда дерутся два крепких фактурных парня, это, ну, великое зрелище. Ты за бой Астероида и Кратца. Я до этого еще, когда он еще не был претендентом. Но да, сейчас да. все в твоих руках. Да, я ты понял, конечно. сейчас управляешь судьбой Сереги, и ты буквально можешь решить, с кем у него будет сводиться сетка бой в будущем. покажет, конечно, чё говорить. Бой А покажет. ты Саим, Наим, как ты сам смотришь уже на бой, получается, Руса и Севера? Если Рустам подерется как со мной, то он вполне может выиграть. Он просто, как я считаю, бой с ВДВ, он не в своей манере работал. Типа, ВДВ как раз-таки в своей манере отработал, он издалека работал, то есть Ты выполнял манеру все обоих четко, бойцов знаешь. все четко выполнял. Я просто прям смотрю, всех разбираю, как бы так же. Вот. Ну, а Рустам, в свою очередь, я считаю, что со мной он отработал самый свой лучший бой. Он очень четко отработал, прям сделал максимально менее удобства. И я считаю, что если он, а все от него зависит, конечно, если он покажет такую же версию, как со мной,
эти сделать неудобства с высоким парнем. Он вроде бы как я ростом, но он как черепаха куда-то туда садится, и как будто бы он вообще малыш. Типа, ну, неудобно у него было попадать. Если он так же отработает, то он вполне может забрать. Все от него зависит как бы. А так... Рустам, мотай на ус. Уже поздно мотать, уже конец подготовки. Все нужно только дорабатывать и косяки исправлять. Никогда не поздно, никогда не поздно. Ладно. Что? Я вот хотел сказать Наиму, что ты невольно даешь подсказку главной черепахе, топ-дога. Он знает все, но он же так же готовился ко мне. Понятное дело, что он будет делать со мной. Это какая подсказка? Человеку 37 лет, он провел сколько уже боев. Там, не знаю, в любителях, не знаю, со скольки. Я просто не смотрел его биографию. С детства он ни со скольки, ни со скольки. Ну, факт в том, что я думаю, они проработали план для боя со мной, так же, как и я проработал план для боя с ним. Это будет битва стихий, я считаю, вот и все. Но и нет такой, что чья-то стихия лучше. Просто кто навяжет свою манеру лучше, тот и одержит победу, в принципе, я так считаю. Но к этому бою мы вернемся позже. А сейчас обратимся к публике и поинтересуемся, есть ли у вас вопросы к северу и астероиду. И Николай тянет руку, так? Рус, скажи, пожалуйста, вот смотри, крайний твой бой, да? У тебя пропало зрение. Ты можешь нам объяснить, мутно было в глазах или полностью потушился свет? И сейчас в какой ты форме, и как ты видишь сейчас вообще, что со зрением у тебя? Сейчас я превосходно вижу, как и было до боя. Просто в какой-то момент в левом моем глазу была какая-то муть. Вот и все. Я запаниковал, естественно, я подумал, зачем мне в бою теряться зрение, да. Стоило ли того, задумался. И когда я приехал к травмпункт, и травматолог мне сказал, что если бы еще раз я пропустил тоже место удар, то я бы мог лишиться зрения на один глаз. Я подумал, что я принял важное и правильное решение. Вопрос, Саша. Сань, последние дни до боя, где будешь подготовку проходить? В Москве или у себя? Крайние дни я еще до конца не прорисовал. Спокойнее, конечно, дома подготовиться. Но если так сложатся обстоятельства, я, конечно, буду рад приехать сюда и подготовиться здесь. Но в любом случае, я думаю, последние штрихи будем доделывать здесь. Все, понял. У меня вот возник вопрос в связи с такими переездами. Изначально, насколько я помню, когда ты дебютировал, ты был тренером по боксу. Ты сейчас оставил эту профессию или продолжаешь этим заниматься? Я сейчас больше уделяю времени тренировкам, сам тренируюсь. По возможности, не без того, кого-то могу на лапах подержать, когда есть свободное время. Но в основном тренируюсь сам сейчас. Алый зверь. Да, я тут. Всем привет, ребята, я Алый Зверь. Всем спасибо. Так, я вас послушал, ребята, и, Рустик, ты сказал, типа, что я там пожалел свое зрение. Не надо вот сейчас тебе это говорить. Ты должен быть настроен его убить. Я не говорю, что он тебя убил. Просто настройся на хороший кровавый поединок. Не получится вот с такими разговорами. У меня глаз болит, я там плохо готовился, кровавый бой не получится. Топ-дог там и славится, что здесь много крови. То есть, ребят, так что больше нагнетайте, то есть больше ярости, жестокости. Потом друг друга в ринге поубивайте, короче, и потом по рукам дадите. Лично я хочу видеть, как вы прямо будете биться кость в кость. Ну, с техникой, не как я. Тебе желаю вот без травм, ребята. Тебе тоже. Но я хочу, чтобы вот вы прям провели хороший такой поединок. То есть, чтобы ничего не ломалось. Просто чтобы был хороший, горячий такой поединок с какой-нибудь драмой, что ли. И главное, не жалейте друг друга. Хорошо? Я услышал твои напутствия, благодарю. Не за что, обращайся. Рустик, давай, удачи, брат. Спасибо. Мне уже Подожди, Алый Зверь, не отдавай микрофон. Мне вот подсказывают, что сейчас у нас амбассадор крови в зале, и нельзя упускать возможность. Я заметил, точнее, мне в перерыве подсказали, что когда была церемония награждения и вручали перстень Кратосу, ты вставал, ты хотел что-то сказать? Не, я просто на него посмотрел, подумал, это вот что, он что ли? Просто забыл, как он выглядит. Нет, я просто на него посмотрел, как сказать, и после последнего боя мне прям хотелось с ним подраться. Я был готов с ним драться каждую неделю, если была возможность.
То есть я хочу драться до тех пор, пока не выиграю. То есть это, конечно, звучит эгоистично, но вы должны даже меня понять. То есть мне моя философия воина не позволяет сдаваться. То есть когда я дрался с ним в бою, я был готов реально не ради понта. Просто вот есть такое, когда хочется идти вперед и не останавливаться, пока не выиграешь. А когда мы увидим... Серега, я тебе все равно очень благодарен. Ты преподал мне урок как старший. Скажем так, остудил пыл юнца. Так что я лучше подготовлюсь и дам тебе еще более хороший бой. Я в любом случае дойду до тебя, доберусь, и мы с тобой еще раз встретимся. Хорошо? Мне твои слова нравятся. Спасибо большое. Но я вам, ребята, Наим, брат, салам алейкум. Я тебе, брат, желаю победы. Серега, я тебе желаю без травм. Ну и бой все покажет. Да он вдруг, понимаешь, благодарю. И тебе я тоже желаю всего прямо самого наилучшего, ребята. Покажите действительно кровавую рубку, бойню. Ты покажи технику, а ты покажи мощь. И, Алазель, подожди, у меня еще к тебе вопрос. А когда мы увидим твое возвращение, потому что доктор также жаждет реванша, и он уже начал свой путь. Так я уже 15 топ-дог, юбилейный. На 15-м юбилейном топ-доге мы тебя увидим. Да, хорошо. Уже улучшенную версию. Улучшенная версия Алого Зверя на 15-м. Теперь я буду тренироваться 2 раза в день. Отлично. Сейчас мы узнаем, сколько тренируются парни раз в день. Рустам, сколько раз в день ты тренируешься? Раз в день. Так. Я работаю, тренируюсь. А сколько тренируется Север? Аналогично. Парни не переутруждаются. Я думаю, поступают правильно. Есть еще вопросы по этой паре у нас в зале? Вот, у Владимира, амбассадора бокса. Вопрос к Северу. Заметил, что у тебя в руках четки, ты их активно перебираешь. Это что-то символизирует или это просто аксессуар твой? Это немного успокаивает, немного взволновался, решил поперебирать. А почему ты переживаешь? Первая конференция в моей жизни. Ну, немного волнительно было, но ничего страшного, все добрые. Пока что. Отлично. Ну, на этой доброй ноте давайте перейдем к соглавному событию вечера. Бою 2 топовых бойцов весовой категории до 70 килограмм, один из которых идет ко второму бою за перстень, а другой жаждет закрыть досадное поражение в прошлом бою. Давайте начнем с Лехи. Леха, изначально речь шла о твоем реванше с Детком на этом турнире. И шла эта речь с вашего первого боя почти 2 года назад. И казалось бы, что этот бой наконец-то состоится, но что-то пошло не так. Что? Я думаю, все понимают то, что сегодня я здесь присутствую. Значит, я выступаю на 14-м турнире. Дедок отсутствует. Бой вроде как не анонсировали его. Значит, он что? Значит, он отказался. Думаю, всем все понятно. Это уже, наверное, 3-я попытка, да? Я так думаю, чтобы провести этот бой. Если не 4-я. Если не 4-я. Сколько было сообщений тебе от Детка в Инстаграме за это время? Да больше голосовых там. Каким только он меня не описывал, но почему-то его здесь нет. Ну как ты можешь А ты уверен, что он отказался от боя? 100%. Ну вот, организаторы здесь. Может, заболел человек, может, ты же не знаешь причину. Ну, А ты ты говоришь так, отказался. Он сказал, я... Потому что это, во-первых, не первый раз происходит. Ты хочешь сказать то, что 4 раза он заболел? Бывает и такой, как и ты, как и Чибис. Что значит, как и я? Ну, когда Мустафа, сколько тебя ждал, пока ты подерешься, там, то ли рука, то ли это, ну, значит, есть у человека проблемы. Что ты сразу говоришь, что отказался? Во-первых, можно я отвечу? Я ни от кого не отказывался, перенес бой на следующий турнир. Ну, сколько и можно подрался с ним. Ну, 2-3 раза перенес, правильно? 1 раз это было, и через месяц я уже с ним дрался в Казани. От кого я отсливался? Он про себя говорит. 6 месяцев ты после претендентского боя же ждал же, он тебя, правильно? Иса, это твое здоровье, если ты вот после нокаута выходишь на бой через 2 месяца, это твое отношение к спорту и твое здоровье. Я залечиваюсь до конца и выхожу драться в полной боевой готовности на 100%. Нокаут это когда человека вырубает, а это был именно легкий, такой, можно сказать, нокдаун. Легкий испуг. Хорошо. Насчет испуга, Мельник, тихо не говори, да. Ну ты погоди, я же согласился даже на бой. послушай меня, когда я тебя даже увидел, ты меня увидел, даже у тебя на глазах сразу появился страх. Сколько ты избегал с боя со мной? Сколько отказывался ты? Сейчас я проиграл, думаю, все-таки ты проиграл? Или что-то.
проиграл, я тебе сразу принял бой. Во-первых, бой не должен был быть с тобой, а так просто по приколу с тобой согласился. Ты там разговариваешь много за уровней. По-моему, после последнего боя мы поняли то, что ты уровни не особо разбираешься. Вот, видишь, ты это понял, ты поэтому принял бой, да? Я тебе А покажу, ты недоволен? я тебе покажу уровень. Даже, я думаю, давай. это вот именно бой с тобой самый легкий бой будет для меня. Давай, повтори еще раз. Когда ты закончишь бой, в каком раунде? Я это тебе докажу. Я во втором раунде. Лежа на спине. Я закончу этот бой. Давай так, если ты проиграешь в этом бою, я ниже тебя на 5 уровней, ты так считаешь, да? Если ты проиграешь... Если я тебя... Ну нет, давай. Если ты как считаешь, что я ниже тебя на 5 уровней? Даже на 10. На 10? Давай так. Если я тебя выигрываю, ты завершаешь свою карьеру. Я думаю, это будет логичное завершение. При чем тут карьера? Ну как? Человек ниже тебя на 10 уровней, если тебя выигрывает, то как Если бы, ты мне уже всё проиграешь, ты понятно. завершишь карьеру? Подожди, давай тогда так. Если ты проиграешь мне, ты завершишь карьеру? Я таких слов не разбрасываю. Я считаю, Ну, тогда тебя за ты серьезного зачем такой вопрос соперника, задаешь, а ты я относишься тебя- ко мне пренебрежительно. Так что я бы хотел бы услышать Я от тебя. не отказываюсь от своих слов, ты не мой уровень. Все здорово. Ты готов завершить карьеру после поражения мне? Причем тут завершить карьеру? Ну, получается, ты не можешь конкурировать даже с такими бойцами, как я. Смотри, если ты завершаешь карьеру после проигрыша со мной, я тоже тебе дам согласие, если я тоже завершу, если я проиграю. Давай так, давай. Можно вопрос к Исе? Ключевое слово, ребят. Если на 14-м топ-доге узнаем, кто из вас сильнее. Иса, вопрос к тебе. Кого ты считаешь своим уровнем весовой категории 70 килограмм? Вот с кем бы ты хотел подраться, и он составит тебе конкуренцию? Сейчас у меня, честно сказать, мне интересен только Шиша. Реванш. Перстень уже нету чемпионских знаешь, амбиций. Это будет лучше его пройти, сделать реванш и потом... я не против из-за перстня. Перстень я все равно возьму. Я стану Чемпионские чемпионом. амбиции остались. Я и стану здесь чемпионом. И перстень заберу я, и реванш заберу я, и Мельника прикончу. И до меня доберешься. Тебя тоже можно будет. Кстати, Иса, что касается вот Шиши, после боя сразу ты сказал, что вообще не понял, что произошло. Сейчас ты уже посмотрел видео боя. Что произошло, на твой взгляд? Честно сказать, я один раз смотрел этот бой. Это самое тяжелое поражение для меня это было здесь. Это много я думал об этом. Потом я оставил, забыл про это тоже, начал свою подготовку. Могу сказать только так, это не мой день был просто. Я туда зашел, такой обзор у меня было, как будто через трубу длинную смотрел, я больше ничего не видел там. Не мой день был просто. Мне кажется, надо выразить поддержку Исе, потому что после такого тяжелого боя он сразу же, когда мы ему позвонили, не задумываясь, принял бой с таким серьезным бойцом, как Леша Мельник. И вы уже разговаривали об уровнях, ты говорил, что он не твоего уровня. Что заставило тебя принять этот бой и изменить свое мнение? Или как ты считаешь сейчас? С кем принять бой? С Мельником. С Мельником, у меня принципиально с ним, я хочу драться. У меня принципиально. А в чем принципиальность? Просто принцип у меня с ним драться. А откуда? Вообще непонятно, но очень интересно. Избить, уронить. Мне еще сказали, что не успел начать конференцию, вы уже выясняли здесь какие-то принципы. Там у него детский какой-то момент был, комментарий какой-то, он факел, смайлик отправил, это... Я не понимаю, почему вы так односторонне судишь, как ты, Сейчас, так и Дедок. подожди меня, потом я спросил у него что-то. Это было взаимно, говорит, так, если ты раз показываешь взаимно, факелы, кто показывает? Факелы? Ты оправдывался здесь передо мной сейчас там на улице. Это было взаимно. тебе так хочется видеть это. Взаимно кто принимает факел? Это тебе так хочется видеть. Скоро ты разочаруешься. Уверен? 100%. Если, смотри, кто выиграет, тот забирает весь гонорар. Твой, да. Давай так. Я тебе так скажу. Если будем честными, то твой гонорар на это, наверное, 5-я часть моего, то какой-то ты хитрый путь нашел. Хорошо, давай тогда так.
Ты свой гонорар отдашь, сколько мой гонорар, столько и ты отдашь. Если так, кто выиграет, забирает столько. Давай без этого. Вот без этого ты же мне предложил, ты если проиграешь, карьеру завершишь. Я, во-первых, еще раз повторюсь, то, что я про твой, А я тоже повторяю. про твой уровень Вот ничего не говорил. Я повторяю еще раз. Бой закончится первый или второй раунд. Так, дальше. Можно вопрос? Просто будет два раунда. Мясо-рубка. Мясо-рубка. Вопрос только в другом. Мясо-рубка. Ты будешь лежать? Так Причем закончится. тут лежат? Лежа кто дерется? Ты? Кто Бой, говорю, дерется? закончится. Разве боксеры дерутся лежа? В последнем бою ты так и сделал. Я упал и встал. А что не продолжил? Кто не падает, тот не встает. Почему не продолжил? Не дали продолжить. Но хотя, если честно, насчет многие, наверное, думают, почему я не продолжу. Не было там смысла продолжить, потому что я не видел. Зачем там? Правильно? Не видел конкуренции? Угол правильно сделали. Я, наоборот, благодарен, и что они остановили бой. Так как реально, вот если я скажу, многие не поверят, реально я не видел. У меня вот зрение, не то, что зрение полностью ушло, как будто такой... через длинную трубу, как будто я смотрел такой обзор маленького видео и все. Даже я знал, что он сразу налетит, сразу кинется же вот ударами своими. Но не видел. Просто там нет оправдания. Не мой день был просто. Там у девушки из зала какой-то интересный вопрос, мне кажется, назрел. Всем привет. Слышно, да? Меня зовут Стася. Наблюдая за вами, возник такой вопрос. Разбирали ли вы бои друг друга? И кто, по вашему мнению, из вас, это вопрос к двум бойцам, кто из вас сильнее, быстрее, выносливее и почему? Женский вопрос, Иса. По-моему, здесь Иса у всех вызывает улыбку. Прям. Ну, наверное, все, наверное, знают, кто здесь лучше, кто техничный, кто хорошо дышит, кто скоростной. Я имею в виду, как вы считаете, как лично вы считаете. Конечно, не это то, чтобы все знают, как вы считаете. Конечно, я лучше. Я намного лучше Мельника. На 10 раз больше. Я это докажу. Почему? И покажу вам это 27 мая. Я обязательно буду. А почему вы так считаете? Потому что я лучше. А вы где будете, у сены или на трибунах? У Сена. Ну вот у сена Что? тогда. Надо вам сконтачиться сразу после победы. Обязательно. Чтобы быть лучшим, не хватает все. У меня лучшие тренера, у меня лучший менеджер Виталий Тарасов, лучшие тренера Магомед Исаков, Исаев Абдулкасу. Что мне не хватает? Все мне хватает быть лучшим. Поэтому я себя считаю лучшим. Минуту. Это было к двум бойцам вопрос. Алексей. Я думаю, вы все увидите 27 мая. Все будет очень интересно. Мне очень нравится, как Иса сейчас себя преподносит. Тем будет приятнее для меня эта победа. Все знают, когда... Если ты выиграешь, я тебя буду признавать лучшим. Лучшим в этом дивизионе. По-моему, ты говоришь только то, что это не твой день. И я думаю, это во второй раз мы услышим. Не, это больше такого не будет. Это просто Шише повезло тот день. Если он выиграет, он будет лучше Шиши? Да, лучший дивизион будет, если он. Потому что в этом день, 27 мая, у меня проблем никаких не будет. Я буду лучшим. Я буду в форме. В форме я и так буду, если честно. Проблем никаких не будет просто. Чисто свое мнение выскажу. Мое мнение, что вот у него 3-0 было, правильно, до боя с Шишей. У меня первый вопрос к организации. Почему у него не было за перстень тогда, если у него было 3-0? Так. Почему у него не было боя за перстень? Ларчик, твоя организация вообще закрылась. Не, Такие вопросы надо было там задавать. Мне просто интересно. Ладно, суть не в этом. Если как раз зашел такой разговор, сейчас у нас новый перстень, который стоит еще дороже предыдущего.
Плюс у нас пополнился ростер бойцов, особенно в 70 килограмм. Это наш самый популярный и самый ходовой дивизион, где просто огромное количество зверских убийц. И у нас уже пересмотрены правила насчет того, что бойцы, которые проводят 3 боя, обязательно выходят на перстень. В том числе там и был такой боец, как Алексей Мельников, который уже имеет рекорд 5-2. Он дрался за перстень и после этого одержал 2 победы. И сейчас для него этот поединок несет претендентский статус. Потому что здесь, мне кажется, он является самым ближайшим к чемпионскому И весу. еще такое мнение. Я вот наблюдал за ИСО и наблюдал за Алексеем. 3-0 было вообще четко, шел, все в порядке было. По последнему бою я считаю, что ты плохо подготовился, тоже мое мнение. Вот. А Павел, Алексей, наоборот, с каждым боем он поменял команду, или в новой команде какой-то, недолгое время. Я вот 2 боя последних смотрел, и он очень хорошо набрал. Вот. И у меня такой вопрос, то, что у тебя изменилось за эти 2 боя подготовки, и все вопрос, как ты готовился к последнему бою? Вот, это чисто мое мнение, что плохо готовился. Спасибо за вопрос. На этот бой я был готов как никогда. Вот из 3 боев самый больше я был на этот бой готов с Шиши. Я со всех сторон я и был готов и функционально, физически, и психологически. Может, психику мне что-то... Мозг замкнулся у меня, короче. Там провода, там замыкание случилось, поэтому... Я считаю, это просто... Ты первый человек, это у которого просто там неудача, это неудача просто была. Это не мой день был просто, вот именно. Больше у меня нету. Но я готов был, как вот самый больше, я 3 боя провел, самый больше готов, лучше готов был на это бой. Последний Я бой. вас слышал. Алексей, теперь расскажи про... Сейчас вернемся к Алексею, секунду. Алла Зверь, вот очень просит. К Алексею я перефразирую этот вопрос, задам еще Можно раз. я перебью тебя, хорошо? Ребят, у меня вот такой вопрос. Дань, смотри. Если кто-то сейчас из них выигрывает, он выходит на перстень, да? Нет, не кто-то из них. Такой статус несет только Леша. Только Леха, да? Да. То есть если Иса, даже если выиграет бой, да? У Исы сейчас другая важная цель есть. А, да? Иса, ты на реванш, да, идешь? Это реванш. Хорошо, брат, желаю тебе удачи. Спасибо. Смотри, то есть получается, если Леха выиграет, он выходит на перстень, да? Да. Так, у меня к тебе вопрос, Леха. Как далеко ты готов зайти в бою с Исой? Насколько готов ты глубоко затянуть его, войти? Сколько крови ты готов пролить? Ну, дело не в крови, Алла а Зверя. как далеко ты пойдешь, то есть, что ты будешь делать? Иса очень техничный. Ты маньяк. Чем ты хочешь брать? Ну, скажи мне, пожалуйста, мне просто Вот интересно. как раз был вопрос от Александра. Но я прослушал его. То, что я поменял команду, и сейчас я готовлюсь у профессионального тренера, спаррингуюсь с профессиональными боксерами, и я думаю, я буду Здесь, ничем знаешь, не слабже уровнем, чем он по технике, а физически, Я ничего такого думаю, не я сказал. его Ты сильнее. же слышал, я не сказал, что слабее по технике. Я просто спросил, как далеко ты готов зайти. То есть в это далеко готов зайти входит что? Сборы, то есть как во время боя ты себя проявишь, то есть сможешь ли ты полностью показать свой уровень. Потому что Ису я видел бои, он в каждом бою... Иса, ты же дрался в профессионалах Да. по боксу? Да. Я вижу, что он очень, как сказать, на длинной дистанции хорошо работает. То есть ты готов с ним вот пройти длинную дистанцию под большим количеством ударов, при этом принимая их, короче, сечки и все прочее. То есть ты готов идти до конца, да, за этот перстень? Я уже здесь провожу 8-й бой. И... Но это не суть. И- Ты же еще не за перстень не дрался, это не Дрался, суть. дрался. уже за перстень. Дрался, извини, пожалуйста. И я уже дрался 5 раундов, так что к 3 Ну, ты, раундам короче, я готов, да, короче, с Исой 5 Конечно, раундов? готов. 3 раундов что? 3 раундов. 5 раундов у меня был бой, говорю тебе. Ну, 5 раундов в одну калитку уже проиграл. Так, ладно, извините, Как ребят, с- что как просто Как мне с малышом с стало. тобой разобрали-то. Ладно, всем желаю удачи. Если ты выиграешь, Удачи, желаю тебе, удачи. чтобы ты выиграл перстень. Иса, если ты выиграешь, желаю тебе хорошего реванша, чтобы закончил Ну, вот так же спасибо, красиво, Варкала, как Варкала, обычно души, свои брат. бои заканчиваешь, брат. Души, брат. Всем удачи, ребят, спасибо. На самом деле, хочется сказать о подготовке Лехи сейчас, потому что и о том, как далеко он готов зайти. Предыдущий свой бой он принял на супер коротком уведомлении, спас поединок буквально за 2 суток и выехал, одержал там победу. Сейчас же, так как он давно ждал, у него зверский аппетит, непонятно чем он вызван, что он просится драться на каждом турнире. И Леха, и Иса были более чем за месяц предупреждены и подписали контракт на этот бой. И Леша может пройти полноценную подготовку, как он уже сказал, перебраться в Москву. И с новым тренером Андреем Чаруком они будут готовиться к Исе. Ничего не поможет ему.
он уже сломлен. Это твои мечты. Все будет. Ты проснешься 27 мая. Я тебя пока ранил, а прикончу 27 мая. Я говорю, это все твои мечты. Денис, Я готов, вот обычно я дерюсь вот на дистанции, там на технике. И на технике я и так знаю, что я его там не почувствую. Но я вот именно вот специально вот с ним я хочу зарубиться, войти в рубку. Я не знаю, сколько секунд, сколько минут он выдержит мою рубку. Я слышал, до этого тебя вызывал Иса. Почему, по какой причине не принял бой? И, как говорится, кто бой не принимает, типа, отказался или побоялся. Дух Сейчас не решил. позволял ему. Дух, и по какой причине? Я Причина какая напомню была? то, что я был оперирован и восстанавливался после операции. До операции, давай не будем, до операции. До Сколько это? операции он, наверное, не понимает. Ты даже боялся выйти со мной на прямой эфир. О чем ты говоришь сейчас тут? Ты глупец. Просто глупец. Перед Ты турниром похож на меня дьявола. прооперировали. Перед этим турниром, который ты меня вызвал, меня оперировали. Я должен был с больничной койки встать и подраться с тобой. Нет, до операции. Что нет? До операции. До Иса, операции. как планируешь праздновать победу? Лежа будет он праздновать свое поражение. А так, после боя, что скажешь, Мельник? Или как Никулин скажешь? Проиграл. По-моему, от меня такого еще ни разу никто не слышал. 27-го увидим. После боя он даже, скорее всего, не будет разговаривать. Мне очень нравится, как ты разогреваешь бой. Прям как палач. И я думаю, то, что все так же произойдет. Ну, как я говорю, так и будет, потому что это... Денис, задавай вопрос. Хотелось бы 5 копеек ставить в адрес Мельника. Здесь неоднократно говорили о боксерах класса Б. Сегодня один из них получил Я перстень тебе за нокаут советую, хоть года. 1 копеек не Сав, ставь на подожди, него. не-не-не. У меня вопрос. А какой уровень был у Шиши? Чтобы понять его уровень, у меня бой с ним не получился. Просто я же говорю, я даже его не видел. Я реально, на самом деле, я подумал, и бой закончил за 20 секунд. Я подумал, что мне счет открыли 2-3 раза. Оказывается, я дрался там минута 50, и 1 раз мне счет открыли. И вот это даже я не знал. После боя только я узнал это. Это реально, это не мой день боя, это не тот Иса вышел туда. Шиша твоего уровня? Смотря на его предыдущие бои, ну, на проспекте, честно говоря, он не так уж хорошо подрался, но там можно первый разрядник. А то, что вот первый бой в этом в топ-доге около кулаках вот с Матием, когда он дрался, ну, я думаю, это было случайно. Или Матио его недооценил или что-то, или тот, я не знаю, или Шиша. По-моему, только ты тут выигрываешь закономерно, а остальные все случайно выигрывают. Иса. Кто выигрывает закономерно? Я говорю, все тут выигрывают случайно, кроме тебя. У тебя только победы закономерные. Правильно понимаю? Не, почему? Я же не за всех не говорю. Ну как? Сейчас тебя спросили за меня. Может быть, случайно он попал. Может, я просто бой, вы сами сразу закончил сбой, правильно же? На сегодняшний день, Иса, на сегодняшний день Шиша твоего уровня или нет? Нет. Так он не говорит выше или ниже. Все, последний вопрос. Мы очень, я считаю, плодотворно поговорили. Про его уровень я скажу после реванша. Я сейчас не хочу ничего не говорить. Так, хочу сказать спасибо Исе за хорошее настроение и задать тебе вопрос. Вот ты ранее сказал то, что Мельник твой именно прям принципиальнейший соперник. А могло ли быть так, что ты специально это все подстроил, чтобы сейчас получить с ним бой, от которого, как ты говоришь, он отказывался? Я скажу так, вот почему принципиально? Принципиально, потому что я ему сколько раз видео кидал, как пришел топ-дог, он отказывался, и вот поэтому, наверное, скорее всего, стало это для меня принципиальным боем. Это когда я первоначально пришел, провел 2 боя, или после первого, что ли, я хотел с ним драться даже, вот после первого боя он был выше намного. Бой с ним мне намного, насчет медийности было, это он
сколько-то боев было, он там 2-3 боя, потом проигрывал или выигрывал, там, не знаю. Насчет этого я хотел с ним драться. А так мне он как боец, там, ну не знаю, неинтересно был как боец. Все, вот Чибис, все. Вопрос к Алексею Мельнику. Леха, я хочу пожелать тебе удачи в предстоящем бою. Вопрос. Иса принципиальный бой для него это. Готов ли ты с ним зарубиться или ты будешь показывать уровень бокса, чему тебя учат в Пупас Джиме? Как пройдет бой? На самом деле, я еще раз повторюсь, еще постоянно говорят про какую-то рубку, которую я показываю. Ну, я бы так колхоз. не говорил. Это не рубка, это колхоз. Хорошо, хорошо. Пусть будет по-твоему. Тем будет тебе постыднее Так проиграть. есть, Тем будет постыднее тебе проиграть. Мне очень нравится, как ты разогреваешь. Прям шикарно. Для меня это будет самая Мне лакомая тоже победа. На очень самом деле, хотел бы сказать То, что так. в глазах, которые Да страх, погоди убери ты, сначала, я. что ты на то- Погоди, погоди ты, блядь. На самом деле хотел бы сказать то, что многие уже меня спрашивают, слишком я часто дерусь с дагестанцами, вы это случайно или нет? Я хотел бы сказать то, что это случайно, просто так топ-дог организовывает мне бои. Топ-дог так ты не находит, ответил как на просишь вопрос. драться. Иса единственный, кто сейчас согласился спасти положение. И мне кажется, это самый интересный бой, в чем сегодня здесь все еще раз убедились, который мог бы для тебя быть. Так, у Марсель, давайте пусть задаст последний вопрос, если хочет, он видел, тянул руку. И на этом мы уже перейдем к следующей паре, потому что нас ждет не менее интересное событие. Иса, приветствую. Вопрос такой. Ты говорил про случайные победы. Здесь, в принципе, 90% бойцов профессионалы, знают, как бить, знают, как двигаться. Ну, в принципе, в общих чертах умеют вести бой. Вот. Как может быть победа случайной в боях? Ну, как это случайно попасть и выиграть? Случайность это, как сказать, ну это в голых кулаках, во-первых, это редко как будет случайность, но это просто так, бой закончился так, как будто вот, или я не помню, это бой, я смотрел вот это с Матеевым, он так закинул, как будто случайно попал, так, это так, ну это так выглядело, это бой, но Шиша, наверное, скорее всего, за счет своей резкости, расслабленности он попал ему, скорее всего. Ну, тут понятно, просто про многие бои, говорят, случайно попал. Не, и многие бои, слова Лаки Панч, и- о многих боях я не скажу, что случайность, это тем более голый кулак. А вот это бой мне показал, что случайно так попал, что резко попал, даже тот не успел так стойку стать подвигаться, так, ну, он невнимательный был. наверное. Иса, и последний вопрос. Ты, наверное, видел мой первый бой, да, вот, когда самый знаменитый Лаки Панч вот этот Да. был? Это случайность была или нет? Это нет. Спасибо. Ну, это я, вот это именно, вот и про это бой я говорю. Мне так показал, как будто случайно, он даже вот, ну, бой начался, там, он тут подвигаться даже нормально не успел. Вот невнимательность, наверное, или не случайность. Ну, А вот про какой удар просто вот речь? У меня вот личный вопрос. Еще я смотрел, и мне интересно, что ты сам вот думаешь насчет этого удара. Может, ты его случайностью не называешь. Вот самый первый удар, когда вам только говорят «бой», и Шиша из такого положения бьет тебе джеб, который, я считаю, очень сильно и зарешал в этом бою. Ты вот когда смотрел потом повтор, что ты думаешь по поводу этого удара? Считается ли он грязным или нет? Нет, почему? Он правильно сделал. Почему грязно? Там он бой начался, бой сказали там уже после этого. Я не скажу, что он неправильно. Да, мне тоже говорили после боя, многие говорили, там он даже звонили, когда после смотрели, кто промыл. А что он говорит, сразу удар? Нет, я говорю, это не сразу был, это правильно сделал. Говорю, там же бой сказали, он, ну, рефери там бой сказали, сразу был. То есть это ты слишком расслаблен был в этот момент? Наверное, скорее всего. Ну, там, знаешь, там, вот, даже вот этот момент я не видел его. Вот, как он мне попал, я думаю, откуда он пришел, или судья, что ли, меня ударил уже со столько же. Такое положение реально жесть. И поэтому, может, из-за этого, вот из-за того, что я не видел, я там уже начал в ринге паниковать. Я думаю, что это такое жесть, вот это, как это так бывает. Реально, панические атаки у меня там пошли уже. Я уже начал кидаться или что-то, что попало делать. Спасибо, спасибо, Иса, спасибо, Леша. Прекрасная работа.
Давайте перейдем наконец-то к главному бою грядущего турнира, к долгожданной чемпионской битве в весовой категории до 85 килограмм. Наим уже заскучал, мне прям грустно смотреть. Ты хотел, чтобы ваш бой состоялся еще на прошлом турнире. Но из-за травмы Кратоса он был перенесен. Насколько мы знаем, ты был очень расстроен этим. Почему ты хотел, чтобы это противостояние произошло как можно скорее? Всех приветствую, всем доброго времени суток. Ну, не знаю, как... Я всегда... Вы сами видели мою статистику по боям. В каком плане? Я каждый турнир практически дрался. Я вот 8-й турнир должен был с доктором драться. Он по травме слетел. И к чему говорю? Каждый турнир я выходил. И там месяц Рамадан был. Я в Рамадан не выступаю. Поэтому также я вот лишь из-за того, что я постился, я пропускал. То есть я... Как бы даже для меня нет такого, вот у меня перстень на пальцах, не перстень, я себя как-то особенно не чувствую каким-то королем и так далее, типа. Я также готовлюсь, также учусь каждый день чему-то новому, работаю над собой и так далее. То есть как бы поэтому я хотел просто подраться на ближайшем турнире, порадовать публику и в первую очередь дать себе этот адреналин, который я получил в Топ-Доге, и нигде больше его не могу получить, наверное. И не смогу поспорить с тем, что ни в одной организации нет такого адреналина, в которой и именно посмотреть по всему подбору, как музыка подбирается, вот эта сцена. Это работал психолог, мне кажется, и создатель этого. Человек, который психологию тоже знает, потому что если посмотреть все это в совокупности, это действительно вытаскивает из себя человека. Вот это животное, которое есть не в каждом, но вот в людях, например. Вот у меня есть также тоже, у меня бывает, что когда бой уже начинается для меня, у меня как бы выпускается наружу. Почему? Потому что там вот за счет того, даже вот посмотреть, например, в других лигах, там просто стоит ринг, тут даже морально посмотреть, как сено и люди сразу. То есть это как будто бы драка на улице. То есть и в темноте стоим, нам объявляет правила Денис Сиденко. И как бы к чему говорю, да? Вот вся эта атмосфера, она сделана так, чтобы человек вышел из зоны комфорта, наверное, мне кажется, своей, и показывал настоящую свою сущность. То есть как бы вот. Ну поэтому да. мне это нравится, я хотел ощутить опять это. То есть я дрался в декабре, наш бой по тем или иным причинам произошел так быстро. Я как бы готовился к 5 раундам, как и сейчас готовлюсь к 5 раундам, если даже не 6-7. То есть я всегда как бы готов и всегда готов на долгие войны. И до тех пор, пока мое сознание будет во мне, я буду драться просто вот и все. Не обязательно я говорю, что я сейчас как бы буду работать неумно. Я считаю, этот бой это интеллект против физической силы. Но это лично мое мнение. Интересно, интересно. Но отвечая на твой вопрос, я думаю, так получилось, потому что просто в этом участвовал человек, который когда-то сам дрался, и он понимает, что нужно бойцам для того, чтобы внутреннее животное в нужный момент выплеснулось. Да, я говорю, как бы посмотреть даже всю обложку, да, вот то, что тут нет вот этого, как может быть, кажется, лишнего, да, там рингерл, да, всего этого. Все, что отвлекает, нету. Просто вышел, убивай, короче. Рингерс могут отвлекать на им. А твое животное когда наружу выйдет? Мое животное выйдет наружу в следующем месяце. Я очень надеюсь, что оправдает оно свой большой застой. Поэтому посмотрим, во что оно уже превратилось с годами. Серега, расскажи, что была за травма, из-за которой нам пришлось перенести этот поединок до 27 мая? Я есть Кратос, я люблю бить людей, У меня нет интеллекта, только у физическая меня сила. нет интеллекта. Ты сказал, что ты тупой. Я тебе говорю, Да не, это... братан, я прикалываюсь, ты же знаешь. Да, потянул мышцу бедра, там, сухожильную какую-то, в первом же ударе, когда дрался с Алым Зверем, где-то респект ему, что-то куда-то он свалил. Его уже нет здесь. Блин, ну ладно. В принципе, так-то я восстановился к следующему турниру, но не знал изначально, не хотелось никого подводить, ни самурая там, ни вас, да, сказал, да, базаров нет, и слился, но не люблю я так. И позвонил. Серега, я тебя перебью, тоже знаешь, что было мне неприятно, когда меня не было на конференции, когда поднимался вопрос, что ты сказал там с одной ногой и так далее, но я к чему тебе говорю, ты видишь, мы говорим по сути дела, но это тебя не красит, когда ты, так совпадает, так, видел же сам, как совпали карты, ты говорил там, выходи как так, там, при любом состоянии, в итоге, грубо говоря, ты слился. Согласись, так совпало именно, согласись? Считай, как считаешь, Я не нужным, знаю, со стороны базаров так. нет, ты чемпион, знаешь, я с головой подхожу и
А выходить хромым против тебя, ну это Я тебе и не говорю, нет, я не говорил, это просто имею в виду, прежде чем говорить, ты же сам видел, что может произойти с людьми. Я сказал, Карма. чемпион. Да, блин, согласен, братан, базаров нет. А вот, ну, надо меньше, значит, базарить. Вот и все. Я люблю пошутить вне, так сказать, обстановки боя, да, может быть, иногда это выходит боком, все правильно ты сказал. Ты понимаешь, и менталитет тоже разный, тоже и восприятие у людей разное. То есть мы с тобой это уже, ну тот конфликт, который у нас был, мы с тобой решили, у нас только спортивный интерес. Все нормально, да, нет, тебе благодарность, я уже 100 раз говорил, что ты вышел, блин, ну ты меня приблизил к тому, что да, подраться с чемпионом, подраться за перстень, тебе благодарность только. Я думаю, что Даня сказал, в любом случае руки-ноги тебе засчитают, но почему-то... Так, извините, я сейчас зайду, это просто Википедия тут, по-моему, я как-то недавно заходил, просто меня удивило, что... Входим. Сейчас, нет, секунды, просто посмотрю. Подготовился. Что это написано. Я не подготовился, просто увидел случайно. Так, Калинин Сергей Евгеньевич, это вы? Так, топ-дог, файтинг чемпионшип, 2 победы. А где третий? Топ-дог, организация. У нас же не Википедия официальная. Нет, ну имею в виду, ну в смысле, это же о всех люди. Там у него, вот его богатая статистика, 12 боев по профессионалам. Ну я не думаю, что сейчас откажешься из-за этого. А кто нет, а кто сказал, что я отказываюсь? Нет, ну я тебе объясняю, почему. Нет, я, смотри. честно говоря, не Нет, видел, подожди, я тебе скажу, почему я сейчас вот это прозвучил. Когда мы смотрели, я видел выпуск у Кимчи, как ты сказал, спасибо, самурай, что дал мне шанс, типа. Как, ну, ты ухмыльнулся, а не было такого, как бы, не, ну, ты посмеялся как бы над тем, ну, я не за стороны так выглядел, типа, спасибо самураю, что он дал мне шанс, типа, ну, я не знаю, как бы, статистика. Я повторился сейчас, так то же самое сказал. Типа. Если я тут есть, как слился, слова слился для меня нету, если я пришел перед тобой, в твои глаза вышел даже еще с Казани, я был готов там с тобой драться бесплатно, понимаешь, потому что было задеты мои личные достоинства, как я считаю, понимаешь, для тебя это была шутка, для меня это было серьезно, но мы это все урегулировали, я тебе сказал, ты выговорил, нет, извини, скажу, ты выговорился тут, ну, когда меня не было, да, как бы публично, правильно? Ну, высказал там шутку свою, там, очкошник и так далее. Я публично поинтересовался, у тебя подошел, сказал, ну, разве так является? Спросил. Спросил, это грубо, да, сказать. У нас просто был подготовлен вопрос, вы прям четко... Нет, спросил слово, это, я считаю, это грубо сказано. Я поинтересовался, я же не оскорбил, а просто подошел, сказал, может быть, где-то в грубой форме, но как в плане повышать свой тон. Но я только спрашивал по фактам, но извиняюсь, да, интересовался, да, по фактам, говорю, которым я услышал в свой адрес. Вот не, все правильно. Все никакого неуважения нет. Ну, все взаимно. Можно я скажу? Все. Недавно тоже пересматривал, там где-то увидел. Нельзя же говорить. Ну, будем говорить. В ВК увидел, что... Да, я там прикололся, сказал, да, ну, блин, извини, если это тебя задело, базаров вопрос мы закрыли, все уже. Ну, просто это для меня, как для бойца, если задело, базаров нет. Но ты также в мою сторону сматерился, что я этого себе не позволяю. Как я сматерился? Там запикали что-то, там мат какой-то. Да я не тебя сматерил, ну это как может быть слово прыг как слово, ну как это, не в твою сторону, а, например, как это, вот слово блин есть в другой форме, может быть я так сказал, но тебя лично я не ругал матом, и я тебе такого не позволил. Вот, и я то же самое тебе могу сказать, что вот эта шутка, это не была какая-то личная, да, там обида, там еще там что-то, просто чуть разогреть. Ну, может быть, это, блин, получилось перебор для тебя. Ну, я просто такой человек, если ты пошутишь, ну, я тоже посмеюсь. Смеюсь, как бы это в порядке вещей, адекватно, но мат в свою сторону я тоже не потерплю, как бы. Давай в дальнейшем будем более... Я тебе сказал, в твою сторону не было слова, что ты такое-то матершинное слово. Тебе сказал, может быть, максимум это вырвалось как в контексте, какого-то слова-паразита, но не было оскорбления в твою сторону матом. Ладно, базаров нет. Тогда хочу спросить, раз была приведена статистика из Википедии. Считаешь ли ты, Наим, что Кратос сделал достаточно для того, чтобы драться с тобой за чемпионский титул? А что же считать? Выйдем и все. Ты о чем говоришь сейчас? Если даже бы я так не считал бы, какая разница уже? Все этот вопрос уже, мы уже перед друг другом сидим, и пора узнать из нас, кто из нас сильнее или лучше, не знаю, там. Вечер покажет все. О чем сейчас еще можно говорить об этом уже? Если даже так не считал, это не изменит позицию и всю эту ситуацию. Как скрыться, карты легли для нашего противостояния. Мы выйдем и все. Он досрочно заканчивает, я досрочно заканчиваю. Будет интересно, значит, какая-то русская рулетка, может, не знаю. Не, на самом деле, да, чем ближе к бою, я вижу, как ты себя уверенно чувствуешь, что это не показуха, ты действительно веришь в то, что ты говоришь. И хочется спросить у доктора, который дрался с Кратосом,
Какой совет ты можешь ждать из своего богатого уже жизненного опыта Наиму в бою с Сергеем? Я думаю, обоим надо давать советы, почему именно мне. Но я имею в виду, он-то с Кратосом уже подрался, с тобой он не дрался, доктор, и он может... Значит, он и понимал слабые стороны Кратоса. То есть в любом случае, может, нам обоим... Ты не хочешь слушать совет доктора Наим? Ну скажи мне, я приму, что там. Что мне надо подтянуть, братан? Да не, ну на самом деле, если на дистанции, я думаю, надо держать его, Серегу, встречать. В принципе, первый раунд можете посмотреть, что было, так и надо действовать. Ну, судя по ухмылке Наима... Как ты думаешь, доктор, как ты думаешь, этот пятираундовый бой может дойти до решения судей? Ну, сомневаюсь. Потому что оба ребята крепко бьют. Я думаю, где-то что-то залетит. Да, это интересное, кстати, упоминание, что этот бой у нас несет главный статус, и он пройдет в 5-раундовой дистанции. И еще никому не удавалось увидеть Кратоса после второго раунда. Блин, что, серьезно? Я думал, 3. Нет, 3 еще никогда не было. Прикалываюсь. У вас будет 5 раундов. Давайте уже будем подходить к концу. Есть... Да. Можно перейдем к я один вопросам из зала? вопрос задам, пока это не забыл. У Наима хотел поинтересоваться. Наим, можешь ли ты провести аналогию с каким животным, которое у тебя выходит наружу? Ну, аналогию провести с кем? Кого Прекрасный ты видишь вопрос. за животное, которое выходит? Нету какого-то животного. Ну, посмотри мои примерно. бои. Нет, я имею в виду, пообщайся со мной в примерно. жизни, какой спокойный, На посмотри, кого как я похоже бою это держу. животное? Нет, По ярости. Ну, разные же животные есть. Там есть панда, есть тигр, крокодил. Там. Ты нашел уже свое тотемное животное, Наим? Не, у меня нет никакого тотемного животного. Ну, вот мое тотемное — это собака. Нет, я говорю, я не сравниваю себя с животным. Я имею в виду в плане того, вот Я не внутреннее говорю существо. про сравнение, я говорю про аналогию, вот провести, какой вот ярость там, что вызывает у тебя. Давай подашь пример, Север. Вот ты знаешь свое тотемное животное? Естественно, конечно. Во-первых, я родился в год тигра, и по ощущениям у меня, когда я захожу в сено, у меня примерно такая ярость, доблесть, храбрость и возникают во время боя. Ну, ты действительно похож, кстати, на тигра. У тебя еще и голос такой. Год тигра, я родился в год собаки. Я тоже думаю, год тигра. Значит, и это еще один тигр с нами вместе. А ты в какой год родился, Сереж? Шестой. 98-го. Ты рак больше, по-моему. У меня год тигра. Я говорю, я по знаку зодиака тигр. Точнее, в год тигра родился, а ты в год рака. Ну. Саня, он тоже в год тигра. 98-й был тоже как 86-й год тигра. Раз в 12 лет. Да, Саня. Не-не-не. Я знаю, потому что я сам в 86-м родился. Я знаю. Это змея, я перепутал со змеей. Ну ты гибкий, как змея, как анаконда. Так, есть еще вопросы из зала, кроме астрологии? Раз. Колян первый. Первый Колян, по возрасту, по уважению. Раз, так, да. Вопрос вот к Кратосу. Серега, у нас такая информация появилась, что ты когда-то, вернее, твой дед когда-то ударил коня, и конь упал. И еще одна есть информация, что после этого ты решил повторить его подвиг и ударил также быка, и бык тоже упал. Это правда? Ничего, приукрасили, как жестко. Блин, нельзя, да? Нет, отвечать? ты давай, успокойся. Скажи, пожалуйста, очень интересно. Обтекающий, да. Да. Серега, обтекающе, ты можешь давать интервью Все до понятно. кулаком. Все, Здесь ладно, надо давайте развернуть. там Сереж, ваши пожалуйста, темы. ответь на вопрос. Да, было такое, что мой дед при метре, при росте 1,60 м, блин, хороший человек был, честно говоря, сейчас уже умер. Ну, ладно. Ударил коня за то, что конь его укусил в плечо, за плечо, и конь упал реально. Мне было на тот момент, не помню, честно говоря, маленький был. Куда Я он просто ударил? офигел. По голове дал? Да.
Подожди, а насчет быка ты? Алло. Да, насчет быка, да, были такие приколы. У меня двоюродный брат старший, да, мы мерили силой и тоже по рогам давали быку. Было, ну что, я деревенский парень. Бык упал? Бык, да нет, не упал он, там бык, блин, в 10 То есть ты раз не больше. повторил подвиг своего деда, получается? Попытался, но не повторил, правильно? Ну, я сейчас, видимо, пытаюсь повторить, набираю просто количеством людей. Ну, я маленький был. И просто смотря на деда, да, мы, конечно, стремились быть сильнее, быть мощнее, да, быть как дед, жесткими. Интересная информация на самом деле. Не каждый человек пытается вырубить быка. Следующий вопрос от Денис Ураган сейчас. Денис Ураган вначале. Да, я хотел на самом деле изначально задать вопрос Наиму, но тут парочку заметочку у меня нарисовалось. Ну, начнем с Наима Нет, и мы закончим. Начнем мы с года рака. Вот. Хотел бы пояснить, что раком здесь является в доте Рустам Астероид. Вот, это так, к слову. А еще момент. Тимур, доктор, сказал то, что нужно обращать внимание на их первый раунд с Сергеем Кратосом, но, к сожалению, я там не увидел совсем работы на дистанции. Там, по-моему, была сплошная рубка жесткая. Вот, он сказал, как надо работать с Кратосом. И вопрос Наиму. Наим, где твой знаменитый прикид? Какой именно знаменитый? Ну, стильный прикид. Я же один раз костюм одел на титульный бой, то есть я пытаюсь сейчас каждый раз... Сейчас по-другому одеть. А сейчас у тебя не титульный? А сейчас он разве не стильный? Нет, я пытаюсь каждый раз одевать что-то новое. Я же один раз одел, и каждый раз по-новому. Если На посмотреть... Исе не твой пиджак случайно? Да, его пиджак это. Я так и понял. Так, следующий вопрос. Всех приветствую. Пару вопросов. Первый к самураю. Самурай, скажи, пожалуйста, какую тактику в бою ты планируешь использовать против Кратоса? Сейчас он все расскажет. Ты будешь с ним рубиться или работать с дистанции? Ну, я думаю, что это не тактичный какой-то вопрос. Хоть дело идет о тактике, но это ко мне не тактичный вопрос. Я это постараюсь показать в бою. Если покажу, то я думаю, что будет все успешно. Если нет, то значит нет, что делать. Тебе удачи. Спасибо. Серега, вопрос тебе. Ты как профессионал, в каких любительской организации посоветуешь выступать молодым спортсменам, чтобы они набирали хороший опыт и потом имели возможность выступать в таких топовых промоушенах, как Top Dog? Ну, я думаю, мы самураям покажем рубочку хорошую на первый вопрос. Ну, я постараюсь сделать, братан. Конечно, это Московская лига Панкратиона, которая мне помогла, в частности, да, залететь. И вообще, я давно уж с вами знаком, да, по Панкратиону выступал. И думаю, да, там хорошая база, которая поможет любителям там, или начинающим добиться успеха и выступать красиво на топ-дог. Серега, тебе спасибо, тебе удачи. Ждем от тебя победы. От души, братан. Всем удачи. Я еще обратил внимание, что вот я называл его главной черепахой в нашем топ-доге. И сейчас вижу, что он микрофон так же взял, как черепашка-ниндзя. Вот, Тремя пальцами. Да, тремя пальцами. Это же мои любимые герои, я же говорил. Ну, я тебе могу сказать, что вот с моего ракурса Наим так сидит, я вижу, он тоже способен в нормальную черепашку спрятаться. Так, вопрос от Ларчика. Так, Наим... Только, пожалуйста, не как прошла подготовка, какой план на бой. Вообще, я на все следующие конференции прошу не задавать эти вопросы. Ну, это просто жесть. Наим недавно не так давно переехал в Казань, правильно? Вот. Расскажи, в каком-то зале тренируешься, как обстановка у тебя? Как готовишься к бою? Не как готовишься к бою, просто как... Ну, он должен зал свой прорекламировать, я думаю, тренеров и так далее. Типа, расскажи про Казань, про зал. Ну да, в данный момент я переехал в Казань, как бы... Там просто у меня еще открылась возможность, то есть у меня мой хороший товарищ, вот, Ниджат, там у него зал Иманов Тим, то есть как бы к чему говорю, то есть у меня появилась возможность посещать зал, то есть я во время поста и в 3 часа ночи тренировался, я всегда так делал, то есть как бы. То есть у меня появилась возможность посещать зал, когда я захочу, у меня есть ключи, то есть как бы вот один из преимуществ. А дальше, сейчас у меня приехал отец, как бы у меня на первый профессиональный бой был со мной отец в углу,
когда мне было 19 лет. И вот сейчас как бы в этот раз отец пересек границу Азербайджана, и в этом бою, самым главным в моей жизни, я считаю, в этом бою, он будет со мной в углу, и он меня готовит сейчас. Мы с ним готовимся. Первый раз отец меня готовит к этому бою. Вот, как бы мы разбираем полностью. До этого тактически он мне просто подсказывал, теперь он со мной физически. И еще такой вопрос. Вот, мотивация, я думаю, такая присутствует у тебя, то, что все, ну, большинство говорят, что ты легкий соперник для Сереги. Вот. Я сам это слышал много раз. Вот. Это твоя мотивация. А у Сереги, я считаю, что мотивация... У него перстень, нарисован топ-дог, да, татуировка. Ему 100% нужно забрать перстень, правильно? Вот. Я считаю, что это самый такой сильный уже бой есть какой-то будет. перстень, вот ему дали. Лучший боец 21 года же, что там? Вот, красиво. Да, что-то такая тема, да, есть прикольная. Вот. Так что, парни, вам, короче, успехов. Я буду смотреть с удовольствием этот бой. Спасибо. Вопрос от Колина Варвара. Да, у меня вопрос такой появился, когда наблюдал за тем, как Наим отвечает на твои вопросы. Ну, смотрю на астероиды, у меня флешбэк, как видос был такой мемовый, как он говорил. Ну, между ними бой был, и Наим тараторит, короче, астероид. Я не тараторю, я говорю Да. по факту. Я ничего лишнего, какой-то воды себе не позволяю. Я говорю просто развернуто и не как какой-то необразованный человек. Я пытаюсь все сказать умно и по делу. Вот, я хотел за это и поинтересоваться, как ты развиваешь свою речь, ну, что вот... Читаю может, книжки. Читаю книжки. А еще второй вопрос тогда. Ты это, ну, блог какой-то ведешь или, ну, как-то еще применяешь, то есть помимо... Нет, ну я просто разговариваю с людьми, то есть я люблю беседовать. То есть как бы, если человек мне по духу, ну, нравится мне, короче, я могу с ним 4 часа разговаривать, хоть сколько я могу разговаривать. Я люблю вести диалоги, люблю беседовать, вот и все. Наим красавчик. У меня Наим вопрос развивается, есть. Наим Какую продает. сейчас книгу ты читаешь, самурай? Алан Пис «Язык телодвижения, психология» я люблю читать. Люблю смотреть людей насквозь. Это мне в жизни помогает. Ну, круто, круто. Я по второму образованию высшему социальный психолог. Значит, битва психологов будет. Ну, круто вообще. Битва психологов. Коля, давай. Алло, так, Наим, смотри. Многие считают, что если ты выдержишь 2 раунда Кратоса, то в 3-м уже можно будет тебе кашу варить и как бы работать. Ты сам как считаешь? Я считаю, что я могу кашу варить из первого раунда. В каком плане? Многие недооценивают силу моего удара, пока не столкнутся с ней. Потому что, ну, я даже слышу это от многих, ну, и с кем даже там стоял где-то и так далее. Я визуально худощав, но когда человек пропускает, он понимает, где он находится. Вот и все. Не зря у меня из 4 побед 3 досрочные, вот и все. И когда я бью, люди падают, они, ну, как сбиваются с ног, вот и все. Все, последний вопрос от Дениса, и мы перейдем к долгожданному face-to-face. Мне вот очень интересно посмотреть. Вопрос Наиму, раз он в завершении, такой вопрос. Что увидят зрители 27 мая в вашем поединке? Коротко и ясно, драму. Хотел у Марселя поинтересоваться. Ходят слухи, что ты собираешься спуститься в 85 килограмм. Это правда или неправда? В прошлый раз плохо стало, когда 85 хотел. Ну да, было дело. Но обдумал, я не говорил точно, что спущусь, сказал, возможно, что возможно спущусь в 85. Но сейчас пока обдумал, вес у меня держится даже чуть больше 94, там где-то 96. Поэтому гонять пока что не буду. Но если это намек на бой, то я, в принципе, только за, с удовольствием. Пока что это был интерес. Но может он перейти в намек, судя по нашему диалогу. Я, в смысле, только за, я имею в виду. Но я вижу, что ты же вес гоняешь, тяжеловес. Вот, парень крупный, и как бы... Ну, я только за. Мне нравится, когда есть такие вызовы, как бы, хорошие соперники. Я только за. У меня вопрос можно? Задам. Северу вопрос. В первом бою, в бою с Низамом, перед боем сколько ты гонял? И сколько ты гонял уже ко второму бою? По-моему, кстати, мы каждый раз тебя все больше и больше видим по габаритам. Как ты хорошо Вот растешь. поэтому, да, у меня Витамины хорошие, видимо. такой вопрос возник. Ну, вы меня до этого не видели, как бы видели с первого боя. А почему Чтоб в я первом не бою так? ошибся. 88 или 89 у меня был вес.
было стечение обстоятельств определенное. После болезни я вышел на бой, неправильно подошел к подготовке, неправильно держал диету, поэтому подошел не в самых лучших своих кондициях. Вот, но потом, после того, как втянулся в эту всю сферу, начал интересоваться питанием, нутрициологией, диетой, углеводы, белки, в общем, и мне это... Ты, если что, витамины расписать можешь, чтобы я тоже такой сухой был? Да, и Естественно. большой, спасибо. Могу тебе диету расписать. Спасибо. Белки, углеводы, сколько нужно при сгонке веса, сколько нужно при наборе веса. Я всем этим поинтересовался. Я думаю, это интересно, новые знания. И поэтому есть определенные сдвиги в этом плане. Поэтому мне нравится как бы набирать вес и чувствовать себя в полных кондициях, и потом я без проблем могу его сбросить. Можно тоже встречный вопрос. Желания нет подняться в 94? Я рассматривал этот вариант, Ну, пока есть незавершенные дела 85, дальше видно будет. Сейчас ты со скольки будешь гонять? Вот просто интерес такой есть. У меня был максимальный вес 100 килограмм. Но я к этому специально подошел. У меня вот какая-то была цель. Как когда-то была цель поднять 100 килограмм. Я его поднял, потом дальше было интересно. Также поднялся в весе специально. Набрал 100 в промежуточном, когда не поехал на турнир, не участвовал. И потом постепенно вот гоняю сейчас в промежуточном весе где-то в районе 93-95, что-то такое. Серега, к тебе такой вопрос. Ты со скольки вот гоняешь примерно? Вот в этом бою, например. Сколько твой вес? Как я слышал, ты, по-моему, со 100 тоже гоняешь. Правильно? Понимаю? Это секретная информация. Да не, сейчас... У меня же качели были. То ли 93 буду выступать. Извиняюсь, почему спрашиваю? Смотреть, какой ты был с доктором огромный, какой ты был с Алым Зверем уже другого габарита. Ты как будто бы меняется, твое тело меняется, как будто бы. Да, ты худеешь. меняется, конечно. Я же грамотно подхожу. Просто до этого я думал, может, 93 буду. Вот, у меня же качели была, там рейдж, там еще там что-то 5-е, 10-е. А вот при том, при этом что-то там 3 раза мы переносили там бои. А сейчас я к тебе готовлюсь. Я посушился, вот, ну, все нормально. Вот. Ну, мне по кайфу гонять, вот, честно. Я не считаю, что это какой-то напряг, я считаю, что это чистка организма. Вот. Ну, мне нравится. Химию много принимаешь? Химию много принимаешь? Химию вообще, братан, не принимаю. Нельзя же, Федерация бокса за этим следит, братан. У меня вопрос к Рустаму, аналогичный. Вот я видел тебя в боях в первых, там у тебя под 100 там было, там, 90 с копейками, точно не помню. Но сейчас ты выглядишь немного, какой у тебя сейчас вес? Немного полегче. Ну вот 2 часа назад я после тренировки взвешивался, у меня был 89 вес. Вот. Ты специально это делаешь, вес гоняешь так? Да, и просто... Он сам уходит? Мне просто не по кайфу гонять. Сереге по кайфу, мне не по кайфу. Я просто хочу быть в одном весе постоянно. А раньше не получалось так? Раньше когда? До боев? Не-не-не, когда первые бои у тебя были. Не, было много лишней мышечной массы. Сейчас я все лишнее убрал. Массу мышечную? А что осталось? Кожа до кости, что осталось? И мозги. Мозги — это самое главное. Самое главное оружие — то, что на плечах. Абсолютно согласен. С этой познавательной, информативной частью я предлагаю расстаться. Было очень интересно. И перейти к долгожданной битве взглядов. Но перед этим я хочу напомнить вам. 27 мая в 20:00 только на телеканале «Удар» в сетке вещания «Винг» и «Кинопоиск» и Яндекс.Спорт, а в Казахстане ТВ.ком, вы станете свидетелями этого исторического события в прямом эфире. Но чтобы повысить градус до предела и пощекотать свои нервы, вы можете воспользоваться удобным приложением Олимбет, зарядив монету на своего бойца. И сделать вы это можете не только в преддверии турнира, но и во время самого действа. А сейчас переходим к face-to-face. Первая пара. Бойцы проспекта.
Александр Дробышев, Пряхин Данила. Битва в наилегчайшем весе. Чингис хан Салберын, Арут Хачатрян молодой. Противостояние двух кулачных лиг. Сема Диас, Тимур Акаимов. Бой, который состоится несмотря ни на что. Колин Варвар, Гази Зохан. Громкое противостояние. Александр Северин, Рустам Астероид. Заглавное событие вечера. Алексей Мельников, Иса Исаев. Отличный фейс-то-фейс у нас сегодня. Долгожданный чемпионский бой! Сергей Калинин, Наим Даудов!